Добрый день всем! Рада вас приветствовать на мастер-классе по вязанию платья «Вальс». Платье необыкновенно нежное, романтичное, и оно подойдет и на весну, и на лето. И давайте начнем с того, какая нам нужна будет пряжа и что вообще нам нужно будет для вязания, и как мы будем вязать это платье, какой у нас, можно так сказать, будет план, да, как мы будем начинать и какие этапы работы у нас в вязании этого платья. Сначала, конечно же, начну с пряжи. Давайте поговорим про пряжу. Про пряжу, про крючки, которыми я вязала, нам понадобится всего 2 крючка. Все платье связано крючком номер 3, и какие-то моменты я вязала крючком 2,5. Поэтому это вот 2 крючка, которые нам будут необходимы для вязания. Также здесь нужно будет учитывать именно то, какой пряжей вы вяжете. То есть в зависимости от того, какой вы будете пряжей вязать, соответственно, выбираете именно тот номер крючка, который рекомендован к той пряже, которой необходимо будет. Итак, из какой пряжи я вязала свое платье? Я вязала платье из пряжи Бегония Янар. Это у меня молочный цвет, цвет номер 3000. Бегония — это мерсеризированный хлопок, 50 грамм, 169 метров. Какая пряжа еще подойдет? Можно вязать из пряжи Коко, тоже подойдет. Коко здесь 50 грамм, 240 метров, она чуть потоньше, и соответственно здесь нам нужно будет брать меньше размер крючка. Если вы будете вязать из пряжи Коко, то соответственно мы берем не 3 и 2,5, а будем брать 2,5 и 2. То есть у нас разница в крючках должна быть половинка, 0,5. То есть если вы будете вязать из пряжи Коко, то значит вяжем крючком 2,5 и плюс еще крючок номер 2 нам нужен будет. Подойдет пряжа Пехорка, блестящее лето. Здесь это 100 грамм, 380 метров. Она примерно по толщине как Бегония. Тоже прекрасная. Она с мелким люрексом. Тоже я очень люблю эту пряжу. Она необыкновенно приятная к телу, очень хорошая. И здесь производитель нам тоже, он тут только спицы указывает. Но я могу сказать, что на блестящее лето мы также будем вязать крючком номер 3, крючком номер 2,5. Также можно использовать пряжу Камтекс, мерсеризированный хлопок. Здесь у нас 50 грамм, 200 метров. В принципе, его тоже можно вязать крючком номер 3, и еще крючок 2,5 нам подойдет. Это вот эта пряжа вот в этом метраже нам подойдет 50 грамм, где-то 160, максимум в Коко 240 метров, тоньше мы не берем, если мы будем вязать платье такой длины, как у меня. Конечно, это платье будет смотреться невероятно великолепно в длинном варианте. Я, конечно, бы связала себе, но мне хотелось сделать для вас мастер-класс как можно быстрее, и поэтому я связала вот такой длины до колена, что тоже, в принципе, смотрится как коктейльное платье, очень элегантно. И если кто-то из вас будет вязать длинный вечерний вариант платья, допустим, если оно будет длинное в пол, оно вполне может смотреться как платье невесты, очень красиво, то нам для вязания длинного платья нужна будет совсем другая пряжа. И сейчас я вам скажу, какая нам пряжа подойдет для длинного варианта. Конечно же, это Анна 16. Анна 16 это также мерсеризированный хлопок, 100 грамм, 530 метров. Она отлично подойдет на длину. Также нам подойдет пряжа Пеликан. Здесь у нас, если на 100 грамм, если здесь 100 грамм 530 метров, то тут 100 грамм 660 метров. Это еще тоньше. Эта пряжа лучше подойдет, пряжа Пеликан. Анна тоже неплохая, но Пеликан на длину этого платья лучше ляжет.
Также подойдет пряжа Янард Виолет. Здесь у нас, если на 100 грамм почти такая же она по толщине, как Анна. Тут 564 метра будет, тут 530, тут 564. В принципе, вот эта пряжа Анна, Янард, Пеликан, она в принципе доступна на рынке у нас, она доступна на Wildberries, доступна на Озон, и вы можете в любом из этих маркетплейсов заказать себе эту пряжу. Но что я хочу сказать. Так как у нас длина платья, она все-таки имеет вес, вот сама, если вы будете вязать длинное платье, она будет иметь вес. Я рекомендую верх платья, вот верхнюю часть, вот эти вот чашечки, вот именно вот эти вот лямочки, которыми мы вяжем, выбрать. Старайтесь выбирать в цвет и верх платья и связать из пряжи потолще, а низ платья вяжите из тоненькой пряжи. Можно, например, взять Коко и, например, Пеликан. Вот они, в принципе, здесь это один производитель Vita Cotton, да, и у них, в принципе, цвета есть одинаковые и в той пряже. Подобрать, эта пряжа потолще, это тоненькая пряжа, и подобрать эти цвета и вязать, верх связать из пряжи потолще, чтобы верх держал вес платья, нижнюю часть платья, потому что если мы свяжем верх из тоненькой пряжи и низ вот такое тяжелое длинное платье, у нас вытянется, оно будет вам врезаться в плечи, оно по груди будет провисать, и вам нужно будет это платье стирать, вот поносили, постирали, чтобы оно, вот можно так сказать, не вытягивалось. Поэтому вот этот момент учитывайте. Что еще я хотела сказать про пряжу. Я вязала из платья Янард Бегония. Оно получилось, конечно, такое, но тоже нелегкое, потому что я вязала, потому что у меня этой пряжи много на самом деле, поэтому я вязала из этой пряжи. Ну и на самом деле люблю я эту пряжу тоже. Хотя вот всю люблю, кроме вот, не знаю, почему Комтекс мне не нравится. Потому что он, наверное, ниточка расслаивается, и вот она такая вот не плотной скрутки. Я люблю вот такую плотную скрутку, чтобы ни крючок, ничего не цеплялся. И если мы будем вязать вот из этой пряжи, которую я изначально показывала, которая максимум вот как Коко, да, по толщине нити, то, конечно же, мы вяжем все одной пряжей, мы не комбинируем. Это, в принципе, пряжа, этот метраж, он хорошо выдержит вес платья, если у вас будет платье до колена. Я надеюсь, с этим здесь все понятно. Сейчас вы на своих экранах видите бегущей строкой, сколько нужно пряжи по вашим размерам. И я здесь указываю именно для длины, как вязала я. То есть для длины по колено. Если вы будете вязать более длинное платье, соответственно, вам пряжи потребуется больше. Также стоит учитывать тот момент, что я даю примерный расход пряжи. Почему? Потому что у нас у всех грудь разный размер, у нас у всех разный рост. Кто-то выберет платье, я буду говорить об этом видео, кто-то выберет более приталенный силуэт, кто-то выберет более пышную нижнюю часть юбки. Это все зависит от особенностей нашей фигуры. У кого-то, допустим, как у меня, не сильно широкие бедра, да, и у меня практически там попы нету, вот, можно так сказать, у меня нету бразильских ягодиц, а у кого-то может быть пышная фигура, и, соответственно, там тот же, например, 44 размер, да, но пряжи уйдет гораздо больше. Поэтому я даю примерный расход, я не могу точно каждому сесть и посчитать, сколько пряжи необходимо, поэтому я даю примерный расход, но всегда лучше вот возьмите про запас. Могу точно сказать, что у меня на вязание вот моего платья, у меня сейчас вы тоже увидите на своих экранах,
я написала свои размеры, свой рост, у меня ушло около 8 мотков. И, например, если у вас такой же размер примерно как у меня, рост такой же примерно как у меня, ну возьмите вы упаковку пряжи. Возьмите, ну мало ли где-то что-то связали, захочется подлиннее, у вас будет дополнительно 2 моточка. Либо там не старайтесь вот тика в тику брать, возьмите на 1-2 мотка больше, лишним оно точно не будет. Куда-нибудь потом салфеточку какую-нибудь дома свяжете. Все, разобрались мы с вами про пряжу, разобрались мы с вами про крючки. Конечно же, нам потребуется калькулятор, чтобы делать расчеты. Расчетов будет на самом деле немного практически. Нам потребуется метровая лента для того, чтобы нам делать размеры, замеры, ну и практически все. И самое главное, конечно же, желание, чтобы связать, ножницы еще нам нужны будут, и тоненький какой-нибудь крючок, чтобы заправлять хвостики. И теперь мы с вами поговорим о этапах работы. Также забыла сказать еще важный момент, какая нам еще потребуется пряжа. Нам потребуется пряжа Alize Diva Stretch. Alize Diva Stretch. У меня вот уже начатый моточек. Alize Diva Stretch. Старайтесь подбирать ее максимально в цвет платья. Alize Diva Stretch это пряжа, которая тянется, которая стрейчевая. Нам понадобится вот один моточек. И то нам от этого мотка, вот я уже от него вязала уже несколько платьев, нам понадобится всего ничего, я не знаю, там может быть 1/10 мотка нам понадобится. Поэтому вот Alize Diva Stretch еще, девочки, нам будет нужна. Вот у меня еще целая упаковка белой Alize Diva Stretch. Здесь это стрейчевая пряжа, микрофибра. Я думаю, все про нее знают. Так, метраж тут не могу найти. Ну, я думаю, вы знаете, да, что это за пряжа Alize Diva Stretch. В принципе, любая стрейчевая пряжа нам подойдет. Если у вас какая-то стрейчевая пряжа есть, можете ее выбрать и вязать из нее. Но я другую не знаю никакую, я вот всегда использую и эту пряжу. И нам она пойдет именно вот на эту часть платья. Вот. То есть, когда у нас будут связаны чашечки, и мы будем вязать вот эту часть платья, она у нас потребуется вот сюда пряжа именно Diva Stretch. И теперь мы с вами перейдем непосредственно к этапам работы, к этапам выполнения нашего платья. Итак, давайте разбираться, как мы будем вязать. Сначала мы будем вязать чашечки, вот эту верхнюю часть платья. Сначала мы свяжем чашечки. Чашечки мы будем вязать на основе вашего бюстгальтера. Нам потребуется ваш бюстгальтер, и именно тот бюстгальтер, с которым вы будете планировать носить это платье. Под это платье я одевала комбинацию. Я ношу все вязаные платья с комбинациями. И, в принципе, у меня на канале YouTube есть видео. Пока еще YouTube не заблокирован. Вы можете перейти и посмотреть, что одеть под вязаное платье. Я там все показываю, какие комбинации выбираю, в каких магазинах покупаю. Вот. И берем бюстгальтер. На основе вашего бюстгальтера мы будем вязать верхнюю часть этого платья. Когда мы свяжем 2 чашечки, далее мы будем их соединять на спинку с примеркой на себя. Я вам все буду показывать, как это все мы будем одевать, как мы это все будем примерять, все я вам покажу. Когда мы свяжем вот эту заднюю планочку, когда у нас будут связаны 2 чашки, мы начнем вязать из Diva Stretch, из стрейчевой пряжи. Из Diva Stretch мы возьмем Diva Stretch, присоединим и начнем вывязывать вот эти необходимые ряды. Каждому, кому сколько нужно тут. Я все это тоже в видео буду вам показывать. Когда мы провяжем Diva Stretch,
Далее мы присоединим опять нашу рабочую нить, той пряжи, которую мы вязали, я вязала ее на арт-бегоне, и начнем вязать длину платья. Мы будем вязать, 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 вязать. Далее у нас будет обвязка низа. Я не делала никакой обвязки низа, только вот я обвязывала пико. Потому что, в принципе, самодостаточный узор, который не требует какой-то дополнительной обвязки. Когда я вязала это платье, я хотела делать вставки такие, допустим, провязать блоками сначала, провязать сколько-то сантиметров основным узором, потом вставить какой-то блок, потом еще. Я посмотрела, это несколько простило платье, а когда связано оно цельно узорным, одним цельным узором, то это вытягивает силуэт, стройнит, и я распустила все и начала вязать опять заново. Поэтому я у себя в Телеграме писала, да, что я там распустила чуть ли не под грудь и сидела. У меня, конечно, на это ушло достаточно времени, чтобы вот посмотреть, потому что я когда связала вот с этим, с блоком провязки, посмотрела, ну как-то вот мне не понравилось, как-то простит, как-то по-колхозному так вот, я, в общем, распустила. И когда я связала в полный один узор, всю длину платья, я поняла, что это смотрится очень элегантно, очень красиво, и платье подойдет именно как коктейльный вариант, особенно если оно будет в черном цвете, это вообще безумно красиво. У меня, конечно, всегда мечта связать в черном цвете, но на мастер-класс на черной пряже вязать вообще невозможно, а два платья мне, ну, как бы тоже не особо нужны одинаковых. Итак, заболталась я с вами. Когда мы свяжем всю длину, только тогда мы будем приступать к нашим рукавчикам. Почему? Я это тоже буду все в видео объяснять, почему я так делала. Да потому что, когда мы свяжем платье, мы поймем, какой у нас вес. То есть мы возьмем в руки, мы примерим на себя, мы поймем, какой вес. И мы начнем провязывать лямочки. Мы начнем провязывать лямочки и примерять на себя, насколько эти лямочки под весом платья будут вытягиваться. То есть у нас вот такой этап работы будет. То есть мы сначала свяжем все платье, а только потом мы будем вязать вот эти наши лямочки и вот эти наши рукавчики. Есть у нас будут, конечно, схема на рукавчиках, я ее немножко переделала там под себя, все это буду вам показывать. Но я думаю, вам будет все максимально понятно. Этот мастер-класс, очень много тут деталей, много вот этих шишечек, много каких-то нюансов. На самом деле мне было его невероятно сложно записывать видео и постоянно акцентировать на чем-то внимание. Поэтому я надеюсь, вы оцените, вы будете довольны результатом, и у вас должно все будет получиться. Итак, мы обо всем с вами поговорили, и давайте уже начнем приступать к вязанию. Итак, девочки, начинать вязание мы с вами будем вместе, будем идти по порядку вязать. То есть у меня еще заготовленного платья связанного нету, чтобы я вязала второе. Нет, здесь мы будем с вами все вместе вязать. Я вот уже провязала одну чашечку нашего платья, и сейчас буду вам рассказывать, как мы будем это все вязать. Сначала мы должны будем связать две вот таких вот чашечки. Вот это у меня, если мы смотрим с экрана, это у меня будет правая чашечка. Когда мы будем одевать на себя, она у нас будет левая. Вот у нас две вот такие чашечки должны быть, которые мы будем соединять. То есть вот у меня есть топ, который я вязала, кроп-топ. Вот таким вот образом он выглядит. У нас должны быть две одинаковые симметричные чашечки связанные. Эту чашечку я связала намного больше. Вот видите, она и выше, и больше. Почему? Ну, во-первых, она еще не стиранная, видно, да, она вот растянутая вязанием. Вот так вот я ее растягиваю. И, во-вторых, этот кроп-топ я ношу где-то летом на пляже без бюстгальтера. А вот это платье, оно будет примерно городского типа, конечно же, с бюстгальтером. Его я буду носить, поэтому эти чашечки чуть больше, чтобы закрывала бюстгальтер.
Итак, мы давайте с вами будем начинать с того, что нам обязательно понадобится ваш бюстгальтер. Тот бюстгальтер, с которым вы будете носить это платье. У меня, я ношу размер, вот я специально новый нашла, 75D у меня размер, у меня вот чашечка D, это интимиссими, для таких, ну, пышных форм, можно так сказать. И вот так у нас эта чашечка будет ложиться, то есть она должна у нас будет закрывать от низа бюстгальтера. И вот таким образом, вот видите, вот она все у нас закрывает. Чашечка полностью от низа и до верха. Вот она должна быть так закрыта. И плюс сюда еще у нас пойдет вот таким вот образом. Здесь у нас будет соединение. То есть чашечка должна закрывать тот бюстгальтер, с которым вы будете носить это платье. Поэтому нам нужен будет ваш бюстгальтер. Мы будем делать размеры и замеры, все, которые нам необходимы. Итак, я всегда веду такую тетрадку, всегда все записываю для того, чтобы, когда если у нас парные части есть, например, правая-левая чашечка, чтобы не ошибиться. Ну и вам это более наглядно. Итак, я уже сказала, что мы вяжем крючком номер 3, и я пишу, что я набрала сначала 26 воздушных петель. То есть изначально мы должны будем связать вот этот квадрат. Вот этот квадрат. Мы должны будем связать вот этот квадрат. На вот этот квадрат я набрала 26 воздушных петель. Но здесь у вас у каждого будет свое количество петель в зависимости от вашего размера груди. И сейчас я вам расскажу, как мы это будем считать. Обязательно здесь, нравится кому не нравится, нужно будет провязать образец. Образец этот условно провяжите столбиками с одним накидом из пряжи, с которой вы будете вязать это платье. Буквально 15 столбиков. Провяжите 15 столбиков, 3-4 ряда. Провяжите и сделайте измерение, сколько у вас в 10 столбиков сантиметров. Вот у меня уже сделан, провязан образец. Я измерила, что у меня 10 столбиков это 4,5 сантиметров. Я написала по образцу. То есть я провязала сначала образец, измерила, и у меня получилось 4,5 сантиметра в 10 столбиков по образцу. Что мы делаем дальше? Дальше мы берем метровую ленту и наш бюстгальтер. И что мы делаем? Мы дальше делаем измерения, чтобы узнать, какой ширины нам необходимо связать вот этот прямоугольник и сколько петель воздушных набрать на начальную цепочку, чтобы попасть в свой размер. Обязательно, девочки, обязательно провязываем образец 10-15 столбиков и измеряем. Далее берем сантиметровую ленту, берем наш бюстгальтер и находим срединную точку бюстгальтера. Вот она, срединная точка бюстгальтера. У вас на вашем бюстгальтере тоже будет своя срединная точка бюстгальтера. И мы должны будем приложить наш метр вот к этой срединной точке бюстгальтера и довести ее, измерить до вот этой вот крайней точки, где косточка заканчивается. То есть от срединной точки бюстгальтера до вот этого края, где у нас вот это вот, как она, косточка, да, называется, вот от середины до косточки. Прикладываем метр к срединной точке и вот таким образом, не вот так вот, что у нас в натяжку метр, а прикладываем к срединной точке и вот так вот пальчиком придерживаем и ведем до точки. И вот видите, у меня получается 11,5 сантиметров. Вот у меня от срединной точки до вот этой косточки 11,5 сантиметров. И вот я записываю, что у меня здесь 11,5 сантиметров. И когда у меня провязан образец,
4,5 сантиметра это 10 столбиков, то мне нужно высчитать, сколько столбиков мне нужно набрать на свою начальную вот эту цепочку. Вот на эту цепочку. И я считаю по формуле. Я 10 умножаю на 11,5 и делю на 4,5. У меня получается 25,5. Я округляю в большую сторону и набираю 26 воздушных петель. Вот, я набрала 26 воздушных петель. И первый столбик я буду провязывать, вот я написала, первая цепочка воздушных петель. И далее второй ряд я вяжу столбиками без накида. Далее вяжем все столбиками с одним накидом. То есть только первый ряд, вот мы набрали цепочку воздушных петель, и первый ряд мы провязываем столбиками без накида. Далее мы все будем вязать столбиками с одним накидом. И я себе пишу, что всего у меня по вот этому прямоугольнику мы вяжем поворотными рядами туда-обратно, у меня 12 рядов. Как определить, сколько рядов вязать? Опять мы берем наш бюстгальтер. И вот у меня... Я провязала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. С 12 ряда у меня пошло вот оно закругление. И я начала вязать вот таким вот образом. Поэтому вот мои 12 рядов. Вот у меня высота получилась. Вот высота. И вот эта высота, вот рядов, она у нас должна быть вот от косточки до срединной части бюстгальтера. Вот смотрите, вот она у меня идет. От косточки до центральной части. Вот видите, вот она косточка у меня, до срединной точки нашего бюстгальтера. Вот у меня, вот он 12 ряд, я чуть, да, вот он. Вот, видите, у меня вровень получилось 12 рядов. Если вы хотите чуть посвободнее, то, пожалуйста, вяжите на один ряд больше. Если вы хотите какой-то такой тоже пляжный вариант на пляж, то можете чуть посвободнее, поменьше связать. У меня вот, допустим, на кроп-топе здесь у меня связано так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 рядов. На 10 ряду я делала закругление. Но вот этот кроп-топ, он полностью, его с бюстгальтером не оденешь. Вот смотрите, я вам покажу, что я имею в виду. Когда мы одеваем бюстгальтер, вот так вот. Вот она, видите, вот эта часть будет видна. Во-первых, и тут у нас, вот не хватает, вот она, даже вот, если ниже отпустить. И тут у нас, вот он, бюстгальтер виден. И здесь вот эта часть, она будет видна. Это из-за того, что вот если мы опять же, почему я вам говорю, что обязательно нужно провязывать образец. Вот у меня получился, вот он треугольник, вот они ряды, вот ряд пошел на закругление. И если приложить его, вот, то не хватает мне. Вот у меня срединная чашка. И здесь мне не хватает. Вот видите, сколько? Сантиметра 1,5. Поэтому летний вариант можно, конечно, поменьше вязать. Пляжный, имею в виду, вариант. А если вы будете носить с платьем, то обязательно четко измеряйте по бюстгальтеру. Итак, после того, как вы сделали все свои измерения, все измерили, провязали образец. Образец можно провязать не обязательно там 15 столбиков, можно 10, 5 из них измерить, тут не принципиально. Когда все измерили, все рассчитали, у вас получились свое количество петель, тут не важно какой размер, 3, 4, 5, 10, 1, 2, здесь очень легко, это все будет рассчитываться по вашему бюстгальтеру. Все мерки мы делаем по бюстгальтеру. Берем ниточку и набираем свои воздушные петли. Любым удобным вам способом, как вы привыкли набирать. И считаем свои петельки, набираем.
Вот я набрала 26 петель, 2 петли на подъем. Вот получается первая и вторая петелька на подъем. И теперь вот в 26-ю мою петлю у вас своя петля это будет. То есть первая петля на крючке, вторая в третью петлю провязываем столбик без накида. И далее по цепочке мы вяжем все столбиками без накида. И считаем обязательно, девочки, здесь вот туда-обратно, когда будем вязать, обязательно считаем петли. Не ленимся, чтобы ничего не пропустить. 4-й столбик, 5-й, 6-й. Двадцать четвертый, 25-й столбик и 26-й столбик. Вот, провязала 26 столбиков столбиками без накида. И далее мы будем вязать все столбиками с одним накидом. 3 петельки на подъем. 1, 2, 3. Разворачиваем вязание и в каждую петельку вяжем столбики с одним накидом. Первый, второй, третий, 4-й, 25-й столбик и 26-й, вот куда мы провязывали первый столбик. Все, провязали. Вот первый ряд у нас столбиками с одним накидом. Далее опять провязываем 3 воздушных петли на подъем, разворачиваем и вяжем опять второй ряд столбиков с одним накидом. Довязываем, когда этот ряд до конца, и закрываем, провязываем последний столбик с одним накидом. Вот в третью воздушную петельку, девочки, здесь обязательно вот в третью воздушную петельку провязываем последний столбик. Здесь обязательно считаем все петли туда-обратно, туда-обратно. Если потеряете где-то столбик, то потом все будет криво. Не смотрите, что у нас вот тут вот дырочки такие получаются, как вы видите, после стирки ничего у нас не остается. Все ровненько, все хорошо, замечательно получается. Поэтому мы должны вот вязать, вот мы провязали там несколько рядов,
ряда 3-4 приложили к бюстгальтеру, вот прикладываем к самой, вот где косточка у нас идет, к самой нижней части приложили, и идем, пока мы не довяжем до вот срединной линии точки бюстгальтера. Прикладываем, вот провязали 5-6 рядов, приложили, ага, еще надо столько-то рядов. Можно, в принципе, точно так же взять метр, измерить, сколько здесь сантиметров, измерить по образцу, сколько в высоту у вас, сколько нужно рядов. Но все-таки, когда мы вяжем и наглядно смотрим, прикладываем, мы видим, поэтому провязываем сейчас необходимое количество рядов, именно чтобы эти ряды у вас дошли до срединной точечки бюстгальтера. Поэтому сейчас мы с вами должны это провязать. И вот я провязала свои 12 рядов, у вас свои должны быть ряды, и вот такой прямоугольник у нас получается. Я беру свой бюстгальтер, от низа косточки до срединной части чашки у нас должна быть ширина. И вот я прикладываю к самому низу, и вот у меня срединная точка, вот у меня ровненько все получается, даже чуточку выше, это ничего страшного, чашка будет полнее. Вот у меня получилась моя высота. И что мы теперь делаем? Когда провязали ваши ряды, у меня это 12 ряд, и я у себя это записываю. Всего 12 рядов. Обязательно это запишите, чтобы когда вы начнете вязать вторую чашку, у вас все было записано и все было одинаково. Итак, я себе пишу: с конца 12 ряда делаем закругление и добавляем столбики. У меня 2 столбика с накидом. И вот таким вот образом мы будем делать закругление. То есть мы вязали столбики с накидом, закончили вот на этом столбике. Далее мы в эту же петлю, куда провязывали последний столбик с накидом, будем довязывать еще дополнительно 2 столбика с накидом. А далее в каждый вот этот поперечный ряд мы будем провязывать по 2 столбика с одним накидом. Итак, на что еще обратить внимание? Так как мой размер, как я уже говорила, у меня чашка D, 75D, я добавляю 2 столбика, вот именно здесь 2 столбика. Итак, я записала, если у вас размер груди 1-2, то вы добавляете вот тут не 2 столбика, а всего 1, вот сюда столбик будем провязывать. Если у вас размер груди 3-4, вот у меня размер груди 3,5. И вот именно вот в этой марке мне подходит размер 75D. Потому что четкая четверка мне большая, четкая тройка мне маленькая. И вот именно вот в интимиссиме мне подходит вот этот размер. И поэтому, если ваш размер 3-4, мы добавляем 2 столбика. Если ваш размер 5-6, мы добавляем сюда 2 столбика. И потом я дальше покажу и расскажу, где мы еще будем добавлять 2 столбика. То есть, смотрите, сейчас я вам даже это сделаю пояснение. Сейчас вот у меня 12 ряд. И мы начнем делать в этом ряду закругление. То есть, я буду добавлять 2 столбика. Вот у меня последний столбик. Я все поближе вам покажу. И я добавлю 2 столбика. Вот он, мой 12 ряд, и вот здесь у меня вот она была добавка вот этих 2 столбиков. Если у вас размер груди 5, 6, если у вас большой размер груди, то вот смотрите, когда мы начнем вязать, вот у нас получается, вот она наша чашка, то вам нужно будет делать 2 раза добавку этих столбиков. Вот смотрите, у меня получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 рядов у меня всего получилось. И вот вам нужно будет посчитать, сколько вы рядов здесь вяжете, и примерно на серединке еще сделать добавку. То есть вот если вы тут провяжете условно 10 рядов, вот у меня с этого ряда пошло закругление, я сделала прибавку, и потом ровно еще на серединке еще сделайте прибавку, чтобы у вас чашка была более полная, тогда глубина чашки будет больше. То есть провязали, вот вы будете прикладывать к своей чашке, провязали серединку,
сделайте добавку еще. И сделайте добавку либо 1, либо 2 столбика. Это будет зависеть от вашей глубины чашки. То есть можно добавить 1 столбик, можно добавить 2 столбика на ваше усмотрение, смотря какая полнота у вас груди. То есть вы прикладываете к чашечке, смотрите, вот примерно половинку провязали, добавьте еще 1 или 2 столбика. Можно даже, знаете, чтобы чтобы не было вот этого резкого такого вот угла, можно сделать вот сначала добавьте обязательно, вот как я сейчас, 2 столбика, а затем по 1 столбику равномерно разделите в последующие ряды. То есть сначала мы с вами добавим 2 столбика. Это говорю сейчас для тех, у кого размер груди 5 и выше. Сначала добавляете вместе со мной 2 столбика, а потом равномерно по 1 столбику еще вот именно вот в этом, в уголке мы будем добавлять. То есть я добавлять не буду, а вы либо где-то сразу 2 добавите, либо по 1 столбику еще дополнительно. Это даст вам глубину. Для тех, у кого размер груди 1, либо 2, вы вместо 2 столбиков вот тут добавляете 1. Все, больше нигде ничего не добавляете. Если у вас размер груди, как у меня, 3, 4, только 2 столбика вот тут добавляем. Я думаю, это понятно. Максимально разжевала, максимально рассказала. И теперь мы с вами будем вязать вот эту прибавку. То есть вот мы закончили вязать последний столбик. Сейчас я вам покажу подробно. Вот мы находим вот эту 3-ю петлю. Вот она у нас, вот эта 3-я петля. Запомните вот эту 3-ю воздушную петлю подъема. В нее я сейчас провяжу последний столбик. Вот у меня 26 столбиков. Последний свой столбик я сюда провяжу в эту петлю. И в эту же петлю я буду вязать 2 дополнительных столбика с одним накидом. Для тех, у кого размер груди 1-2, вы сюда еще дополнительно 1 всего столбик. Я буду вязать 2, а вы вяжете 1. Также 2 столбика вяжут те, у кого размер груди 5 и выше. Итак, я завершаю ряд, провязываю последний столбик с одним накидом, провязала. И теперь в эту же петлю сюда же я провязываю еще 2 столбика. Первый столбик. И сюда же вяжу 2 столбик. Для тех, у кого размер груди 1-2, вы провязываете сюда всего 1 столбик. Все, провязали. И далее мы вяжем вот в каждый вот этот продольный ряд, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Мы будем вязать по 2 столбика с одним накидом. И обязательно просчитывайте. То есть вот у меня по этому ряду было 26 столбиков, плюс 2 я довязала. У меня получилось 28. Всего я, когда провяжу до конца, вот я уже на этой чашке провязала, у меня всего по 12 ряду, вот от начала и с закруглением, у меня 51 столбик с накидом. Это вы тоже просчитайте и запишите себе на листочек или в тетрадку. Итак, вот мы провязали вот в эту, в 3-ю воздушную петлю 2 столбика, и вот у нас ряд, вот он. То есть вот мы провязали сюда в 3-ю воздушную петлю 2 столбика, и вот он у нас следующий ряд пошел. И сюда мы провязываем 2 столбика с накидом. Накид на крючок, сюда вяжем еще 1 столбик, и сюда же 2 столбик. Накид на крючок, теперь в этот ряд 2 столбика, первый и 2. В этот ряд 1 столбик и 2. Накид на крючок, сюда 1 столбик и 2.
И вот я подхожу к окончанию ряда. Здесь вот у нас получается, мы вязали вот первый ряд, это у нас был ряд столбиков с накидом, и самый первый ряд у нас столбики без накида. И как мы тут будем вязать? Мы провязываем в последний вот этот ряд столбиков с одним накидом, 2 столбика с одним накидом вяжем, первый, второй, и еще один столбик мы провязываем вот в ряд столбиков с одним накидом. Так, что-то петелька у меня тут. Вот в ряд столбиков без накида мы провязываем один столбик с накидом. Вот таким вот образом. Вот у нас это получился 12 ряд. Вот провязали, просчитали количество петель по этому закругленному ряду и записали себе, сколько у вас столбиков получилось. И теперь у нас каждый вот этот ряд, который мы будем вязать, у нас должно быть это количество столбиков. Мы вяжем и считаем, вяжем и считаем. И получается сейчас, вот дальше мы будем такие шишечки вязать. Я их начинаю вязать, вот получается, вот у меня вот этот первый ряд, который у меня на закругление пошел, это первый, второй, третий, мы будем вязать с 4-го ряда. То есть я сейчас провяжу второй ряд, третий и вернусь к вам на 4-м ряде для того, чтобы мы с вами свяжем вот такие шишечки. Это не воздушные петли, это именно шишечки. Я вернусь к вам и будем вязать вот именно вот эти вот с вами шишимбрики, так назовем их. Хочу также заметить, что когда мы начнем провязывать второй ряд вот этого закругления, вот я провязала первый ряд, мы здесь с вами добавили столбики с накидом, и вот следующие ряды мы вяжем без всяких прибавок, мы вяжем просто столбик в столбик. Вот я подхожу к уголку, где мы добавляли с вами столбики с одним накидом, и вяжу просто вот в каждый столбик ряда, без каких-либо добавок, без каких-либо убавок, просто в каждый столбик ряда. Вот, видите, вот такое у нас уже закругление получается. Вот так оно будет выглядеть у нас, наше закругление. Вот так вот мы будем провязывать еще 3 ряда. То есть первый ряд мы провязали, это у меня второй, и третий ряд я провяжу. И далее мы с вами будем вязать уже шишечки. И вот я провязала 3 ряда, специально прикрепила маркер, чтобы вам было видно, что вот я провязала. Это у нас был первый ряд на закруглении, первый, второй, третий. И вот начиная с 4-го ряда, вот у нас первый, второй, третий, в 4-м ряду я начинаю вязать вот такие вот шишечки. Итак, как мы будем вязать шишечки? Сразу хочу сказать, кто, например, не хочет заморачиваться с этими шишечками, можно вообще вязать без всяких шишечек, либо можно вязать какими-то не столбиками, простите, воздушными петельками набирать, типа пико. Это тут все на ваше усмотрение. Кто хочет вязать со мной, значит, давайте будем вязать. Итак, вот я закончила последний столбик, первая, вторая, третья петелька на подъем, разворачиваю вязание, и тут вы должны для себя определить шаг, через сколько у вас столбиков будут вот эти шишечки. Я вязала через 5 столбиков, поэтому вот у меня это первый столбик, вот сначала. Раз, два, три, 4, на 5-м я вязала 3 воздушные петли, это первый столбик, сюда я вяжу второй столбик, третий, 4-й и провязала 5-й столбик. И вот теперь
обратите внимание, вот запомните вот эту вот петельку, вот она петля, вот эта последняя петля, вот это вот место, вот сюда мы будем теперь все вязать, вот в эти две петельки, вот из которых у нас выходит вот эта ниточка, то есть это вот эта вот стеночка и вот эта стеночка, вот под эти две стеночки мы будем вводить крючок, поэтому вот эти вот у себя посмотрите вязание, эти две стеночки сюда, за них мы будем дальше вязать. Итак, провязали 5 столбик, и теперь из этого столбика вяжем 3 воздушные петельки. Провязали 3 воздушные петельки, помним, да, помним про вот эти две стеночки. Сейчас мы будем сюда вязать. Провязали 3 воздушные петли, делаем накид на крючок и вводим крючок вот под эти две петельки, которые я вам говорила. Ввели крючок, подхватили рабочую нить и провязали столбик с одним накидом. Провязали, вот у нас один столбик, опять делаем накид на крючок, опять вводим под вот эти две петельки, которые я вам показывала, подхватываем рабочую нить, протягиваем и провязываем второй столбик с одним накидом. Вот, получается, мы провязали 2 столбика. Из вот этого столбика, из последнего, из 5, провязали 3 воздушные петли, они у нас считаются за один столбик, и 2 столбика с накидом провязали. Теперь находим вот эти 3 воздушные петельки, вот, и под эти 3 воздушные петельки, вот под эти 3 воздушные петельки, которые мы вначале набирали, мы будем дальше вязать. Итак, берем теперь крючок, вводим крючок под 3 воздушные петельки, вот так, под эти 3 воздушные петельки, подхватили рабочую нить и соединительной петелькой протянули через все петли. Все, собрали все наши столбики и воздушные петли. Теперь находим опять, вот в самом начале я вам показывала вот эти вот две стеночки, вот они. Вот они, две стеночки, в которые мы все и вязали, вот они. Сейчас мы будем опять вводить сюда крючок и все это в шишечку затягивать. Теперь мы вводим крючок под эти две петельки, вот они у нас. Подхватываем рабочую нить и соединительной петелькой все это соединяем. Вот у нас получилась такая шишечка. Все, провязали, и дальше опять я вяжу опять 5 столбиков с одним накидом. Первый столбик, второй, третий, четвертый и 5. Провязала 5 столбик, и теперь мне опять надо связать такую же шишечку. Я опять провязываю 3 воздушные петли, 1, 2, 3, вот они мои две стеночки, вот первая стеночка и вторая, вот они. Сюда буду вязать теперь и соединять все вместе, все вязание нашей шишечки. Провязала 3 воздушные петли, накид на крючок, ввожу в эти две петельки, подхватываю рабочую нить и провязываю столбик с одним накидом. Первый столбик, опять накид на крючок, опять под эти две петельки ввожу, подхватываю рабочую нить и протягиваю столбик, провязываю столбик с одним накидом. Далее ввожу крючок под 3 воздушные петельки, подхватываю рабочую нить и протягиваю соединительную петлю через все петельки. Далее нахожу опять, вот они, две наши стеночки, подхватываю рабочую нить и соединяю в шишечку. И опять вяжу 5 столбиков с одним накидом. Первый столбик, второй, третий, четвертый и 5. Вот такие у нас шишечки получаются. 5 провязала и опять вяжу.
5 столбиков с одним накидом. Вот такие вот у нас шишечки с вами получаются. Поэтому мы провязываем по кругу до конца. И по ряду, когда мы до конца провяжем, я к вам вернусь и покажу, как мы будем вязать, чтобы у нас шишечки все были на одну нужную нам сторону. И вот я провязала ряд до конца. Тут у меня в конце получилось не 5, а 6 столбиков. Если там у кого-то тоже чуточку останется чуть больше, чем 5, если кто вязал со мной такой же шаг, это ничего страшного. И теперь мы будем следующий ряд вязать так, чтобы наши шишечки смотрели вот сюда, чтобы они никуда у нас не отворачивались. Итак, я завершила ряд. Также начинаю с 3 воздушных петель подъема. Разворачиваю вязание и также вяжу столбик в столбик. Пятый ряд. И вот тут вот мы должны посмотреть, вот получается, как мы будем вязать. Нам нужно, чтобы у нас шишечка вот была вот сюда завернута, как вот на этой чашечке. Вот, чтобы шишечка была завернута сюда. И вот когда вы начнете вязать, в принципе, мы вяжем что одну чашечку, что другую, мы вяжем одинаково. Но вот сейчас я вам покажу, как можно связать одним и вторым способом. Потому что первый способ вам пригодится для одной чашечки, второй способ пригодится для другой чашечки. Я обязательно к этому видео заголовок запишу, чтобы вы это не пропустили и вернулись к этому видео, когда вы будете вязать вторую чашечку. Итак, когда вы начнете вязать первую чашку, как мы будем закреплять наши шишечки? Вот вы провяжете начало ряда, далее опускаете шишечку на себя. Это будете делать, когда будете вязать первую чашечку. Неважно, правая, левая, первую чашечку вяжете. Опускаете эту шишечку на себя и находите вот эти две стеночки. Делаете накид на крючок, опускаете, находите вот они, две вот эти вот стеночки за шишечкой. Вот сюда вводите крючок. Подхватываете рабочую нить и протягиваете, провязываете столбик с накидом. А далее, то есть получается, мы провязали вот этот столбик, он у нас приходится на вот этот вот столбик, который вязали мы далее шишечку. Провязали. И далее мы вяжем каждый последующий столбик. Все, шишечка, она у нас вот она сюда у нас повернутая. Сейчас я вам еще раз покажу. И вот тут, когда начнете вязать, не перепутайте столбики. Все считайте, вот как у меня вот в записи есть, что у меня 51 столбик получился, так он и должен у вас получаться. Вот провязали 2 столбика, 3, 4 и 5 столбик, это у нас была шишечка. Опять опускаем шишечку на себя. Вот они у нас 2 стеночки. И вот мы за эти 2 стеночки делаем накид на крючок, опускаем шишечку на себя, вводим крючок, подхватываем рабочую нить и провязываем столбик с одним накидом. Далее вяжем опять в каждый столбик ряда. И вот смотрите, что у нас получается. Вот у нас шишечки, вот они сюда. Видите, как они стоят. Они никуда. Вот так они у нас, вот они ровно. А теперь мы их опустили, чтобы они у нас смотрели вот так, как они смотрят у меня. После стирки, после ВТО они красиво все лягут. Но если мы посмотрим, у нас мы же не можем вот так вот связать 2 одинаковые чашки в одном направлении. Если мы будем одинаково вязать вот так вот, шишечки на себя опускать и вот так провязывать, у нас получится 2 одинаковые чашки. Нам-то нужна вот чашка в этом
направлении, чтобы шишечки у нас смотрели сюда. Если мы будем так вязать, вот они у нас шишечки останутся там. Так как нам вязать второй вариант, когда вы начнете вязать вторую чашечку? Вот смотрите, как мы будем вязать. Я провязала 1, 2, 3, 4, 5 столбик. И теперь мы опускаем шишечку от себя, мы ее туда вот опускаем назад, делаем накид на крючок, подхватываем вот эти, вот мы опустили шишечку, и вот у нас 2 перегородки. Они, что, если мы сюда шишечку опустим, они у нас вот они с этой стороны выходят. Если мы опустим туда шишечку, они у нас вот сюда вот поднимаются. Вот они, 2 стеночки эти. То есть теперь мы, когда вторую чашку будем вязать, мы эту шишечку опускаем от себя, делаем накид на крючок, вводим крючок под вот эти 2 петельки, подхватываем рабочую нить и провязываем столбик с одним накидом. Провязали. Вот это мы вот в этот 5 столбик вязали. И далее вяжем столбики с одним накидом, как положено. 1 столбик, 2 столбик, 3 столбик, 4 столбик. И вот опять мы подошли к шишечке. Делаем накид на крючок. Шишечку от себя, делаем накид на крючок от себя, находим, вот они у нас 2 петельки, вот 2 петельки от этой шишечки, вот видно, да, подхватили рабочую нить и провязали столбик с накидом. И далее опять вяжем в каждый столбик ряда. Я думаю, тут ничего сложного для вас не будет. 4 столбик и 5. Опять мы шишечку отворачиваем, подхватываем 2 петельки и провязываем столбик с одним накидом. И вот теперь, вот смотрите, вот они шишечки, вот у нас 2 наши половинки, вот они у нас так должны выглядеть, и шишечки у нас вот они смотрят в наше направление, то есть не туда они ушли, а вот они здесь снаружи, так же как и здесь. Что далее хочу еще на что обратить внимание? Вот я вяжу дальше. Также это видео выделю для тех, у кого размер груди больше 4 размера, 5, 6. Вот смотрите, мы провязали, вот у меня от маркера 1 закругленный ряд, 1, 2, 3, 4. Мы провязали, сейчас мы будем вязать 5 ряд, и вот на этой серединке, где мы добавляли петельки, вот тут добавим, сейчас я вам покажу, как мы добавим еще один столбик с накидом, для того, чтобы нам увеличить размер. Вы можете добавить либо 1, либо 2 столбика, но я бы вам рекомендовала все-таки, вот мы добавили здесь, теперь мы добавим, вот первый ряд провязали, мы вот в этом ряду добавим 1, и еще, допустим, через 2 ряда еще добавим 1 столбик. То есть сейчас я провяжу, так, 1, 2, 3, 4, 5 столбик, 1, 2, 3, 4, опускаем шишечку, находим 2 петельки и вяжем 5 столбик. Итак, вот мы подходим к этому месту, вот сейчас мы будем вот тут провязывать, где мы вязали. Здесь у меня получается 1, 2, 3, 4, 5. Вот во 2 либо в 3 столбик, вот лучше вот сюда во 2 либо в 3, как вам удобнее, будем делать прибавку.
Это для тех, у кого размер груди, напомню еще раз, больше 4. И вот я провязываю столбик, и вот в следующий столбик я буду вязать 2 столбика, 1 и еще 2. Вот так вот добавила, и далее вяжу как обычно. Вот так делают прибавку те, у кого размер груди больше 4. Вот сделали вот так прибавочку, я думаю, понятно, да? Провяжите еще 4 ряда. И через 4 ряда сделайте еще вот так же прибавку. Прикрепите маркер, если вам будет так удобно, чтобы видеть, где наискосок, чтобы добавлять этот столбик. И вот так вот делаете прибавку. У кого размер груди 1, 2, никаких прибавок больше не делаем. У кого размер, как у меня, 3, 4, тоже никаких прибавок не делаем. Мы вяжем просто вот столбик в столбик ряда. Это прибавка для тех, у кого большой размер. Итак, вот когда... И таким образом я вам показала, как мы вяжем шишечки, как их сделать вперед либо назад, как мы их провязываем. И таким образом, девочки, мы провязываем несколько рядов туда-обратно с этими шишечками. То есть получается, я вяжу ряд с шишечками, следующий ряд прохожу столбиками без накида, потом следующий довяжу до конца, сделаю петельки на подъем и опять вяжу шишечки следующий ряд. И всего у меня получилось с шишечками 1, 2, 3, 4. Если посчитать с конца 12 ряда, с ряда закругления, у меня получилось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 рядов у меня получилось. Если мы измерим, допустим, сам прямоугольник у меня вот этот, как я говорила, у меня вот он 11,5 сантиметров, ну вот с небольшим за счет вот этого ряда. И высота у меня 9 сантиметров, да, 9 сантиметров. Ну а тут всю ширину не измеришь, потому что она у нас вот такая вот неровная. Итак, девочки, я думаю, понятно. Вяжем обе чашечки. Когда обе чашечки будут у нас готовы, дальше будем переходить к вязанию. И вот я провязала свои ряды. Вот у меня здесь 4 ряда с шишечками и здесь 4 ряда с шишечками. И у нас должны вот эти 2 чашечки, они должны быть вот одинаковые, размер в размер от начала и до конца. Должен быть один размер и ширина. Вот, они у нас должны получиться вот один в один. И теперь после того, как мы связали с вами 2 чашечки, примерьте, приложите к груди, вот одну чашечку приложите к себе и вот прямо можете одеть бюстгальтер, приложить чашечку к себе. И определитесь именно с глубиной. Вот какая глубина у вас будет выреза. Ориентируйтесь вот по этим шишечкам. Вот я сейчас приложила к себе. Тут, конечно, не могу показать, но вот у меня получилось вот до 4 шишечки. Вот 1, 2, 3, 4. Вот до 4 шишечки у меня будет такая глубина. То есть, соответственно, я буду соединять. Сейчас нам нужно будет соединить 2 половинки. Вот таким образом мы соединим их, провяжем вместе. И далее уже будем переходить к вязанию планочки, которая у нас пойдет на спину. Поэтому, когда мы закончили вот последнюю чашечку вязать, ниточку мы не обрезаем. Мы складываем 2 чашечки вместе. На первой вот у нас тут у меня ниточка торчит, мы распускаем, если у кого так же, как у меня. Все.
И берем теперь 2 планочки, не перепутайте, все в одном направлении, складываем их вместе и по изнаночной стороне начинаем соединять. Соединять можете вообще абсолютно любым способом. Можно столбиками без накида, можно соединительными петельками, как вам удобнее. Я буду соединять столбиками без накида, то есть ввожу крючок, подхватываю рабочую ниточку и протягиваю ее сюда. Протянула и складываю вот петелька в петельку, чтобы у нас была. Если кому-то неудобно, можете прикрепить их маркерами. Можно прикрепить, так будет удобнее. Но здесь мы соединяем петелька в петельку. И вот начинаем. Первая петелька и вторая петелька. Можно вот подхватить и протянуть соединительной петлей. Можно вот так вот, тогда будет шов менее заметный. Можно вот так вот. Продели через 2 петельки, подхватили рабочую ниточку и протянули. Продели через 1 петельку, через 2, подхватили рабочую ниточку и протянули. Первая петелька, вторая, подхватили, протянули. Первая петелька, вторая, подхватили, протянули. Вот таким образом провязываем каждую свою глубину, и на изнанке у нас, на лицевой, то есть у нас вот так вот будет выглядеть наш шов, абсолютно ничего не видно. Поэтому, девочки, соединяем. Когда вот закрепили последнюю петельку, то закрепляем ниточку, и чтобы у нас не было видно вот этой последней петли на лицевой стороне, вот разверните немножко и пройдитесь также соединительными петельками немножечко назад. Вот таким вот образом, немножко назад, буквально там 5-6 вот петелек, пройдитесь назад. И все, и закрепляйте ниточку, обрезайте. Все, тогда вот этого не будет стыка сильно видно, и будет все смотреться вот вполне себе аккуратненько. Все, тут мы все потом соединим, и все ровненько у нас будет. Итак, все, когда мы связали наши чашечки, соединили, все у нас красиво, замечательно получилось. И теперь мы будем переходить на вязание вот этой планочки, которая на спинке. Опять же, берем наш бюстгальтер и смотрим. У нас у каждой свой бюстгальтер, у каждой своя ширина. У кого-то может быть тоненькие, вот тут вот лямочки будут. У меня, так как размер достаточно большой, у меня здесь вот эта вот лямка широкая. То есть мы ориентируемся на ширину вот этой вот лямочки. Измерьте эту ширину. То есть я рекомендую, если у кого вот размер тоже примерно как у меня, или просто лямка вот бюстгальтера достаточно широкая, то измеряйте ее вот от низа, вот так вот, допустим, я буду измерять, да, чтобы так, как лучше, чтобы вам было видно, вот так вот, давайте. Вот от нижней части до верхней, и прибавьте еще где-то, ну, плюс сантиметр. То есть вот смотрите, если вот мы посмотрим, вот условно, вот нижняя часть бюстгальтера, вот верхняя, вот у нас вот эта ширина, вот у меня здесь получается вот 11 сантиметров. Значит, я буду примерно 12 сантиметров, мне нужна ширина вот этой задней планочки, которая у меня будет. То есть 11,5-12 сантиметров. Вы точно так же измерьте, и мы с вами будем вязать заднюю планочку, мы будем вязать также поворотными рядами, как мы вязали вот эту вот этот треугольник, прямоугольник наш. Мы видим, что он у нас в принципе достаточно хорошо тянется, и поэтому вот поднатяните вот так вот его, да, и примерно измерьте точно так же, да, сколько у вас, допустим, в 10 рядах сантиметров, то есть посчитайте.
сколько вам сантиметров необходимо будет связать эту планочку. Во-первых, мы ориентируемся на обхват груди, обхват под грудью. Вот у меня, например, это размер 75D. Значит, у меня нужно мне планочку провязать примерно 75 сантиметров. Ну, не саму планку, а чтобы у меня вот эта длина, вот эта длина плюс задняя планка, они получались вместе 75 сантиметров вот в таком примерно вытянутом состоянии. Но это достаточно сложно сделать, вот прямо с сантиметра в сантиметр попасть. И я сама по себе знаю, что когда я вязала, вот это либо у меня мало получалось, либо много. Поэтому те из вас, кто вот привык четко все считать, вы можете сесть и взять, посчитать сантиметров, сколько тут у вас столбиков, сколько в столбиках сантиметров, измерить, все просчитать и вязать именно то количество сантиметров. Скажу, как делаю я. Я начинаю вязать, то есть я беру сразу изначально ширину, которая мне нужна. То есть вот я смотрю, у меня ширина вот где-то 11,5 сантиметров я буду брать. Плюс у нас еще будет там обвязочка, вот как раз вот 11,5 сантиметров. Вот такой ширины у меня будет лямочка. Я сейчас начну вязать, и по ходу вязания я начну вывязывать лямку, и я буду примерять на себя. То есть путем примерки на себя я буду определять длину этой лямки. Я думаю, тут понятно, и я думаю, что вот для вас это тоже будет лучше. Но кто особый перфекционист, тем можете, конечно, взять, сесть и высчитать все. Но мы с вами, я буду показывать, как буду вязать я. Итак, как мы дальше будем вязать? Теперь мы берем наши вот соединенные две полосочки, берем рабочую нить и подсоединяем два узелка. И мы помним, да, что вот в эти вот продольные ряды мы вяжем по 2 столбика с одним накидом, чтобы ничего не перетягивать. В ряд столбиков без накида мы вяжем 3 воздушные петельки на подъем, то есть это у нас будет столбик с одним накидом. Провязали и все, и пошли вязать в каждый продольный ряд по 2 столбика с одним накидом. Не забываем считать. Вот сейчас мы провяжем необходимую ширину и посчитаем, сколько столбиков, чтобы далее опять туда-обратно нам считать наши столбики, чтобы ни один столбик не потерять и чтобы было все ровно. Так, провязала, подрастянула и измеряю. Так, еще мне надо провязать, получается, 1, 2, 3 ряда. Вот таким вот образом мы определяем, сколько вязать. И вот смотрите, как мы далее будем вязать. Вот я провязываю последний столбик, вот провязала. И теперь мы же не можем, вот чтобы у нас вот так вот грубый скос был. Поэтому вот я провязала свои сантиметры. Еще раз измеряю. Так, вот у меня 11 получилось сантиметров. И теперь смотрите. Вот я провязала в последний ряд, в который мне нужно было. Далее я делаю накид на крючок. В следующий ряд ввожу крючок и провязываю вот все петельки вместе. Извините, не знаю, как правильно называется. По-моему, это полустолбик с накидом. По-моему, так он называется. То есть мы провязали полустолбик с накидом. И следующий мы провязываем просто столбик без накида. Вот так, чтобы у нас
ровно получилось. Вот не ровно, а плавное вот такое вот. Дальше что мы делаем? Плавный скос у нас получился. Дальше мы делаем одну воздушную петельку на подъем. То есть я сейчас примерно вам нарисую, как мы провязывали. То есть мы далее провязывали, так, напишу вот так, лямка. Лямка. Мы вяжем столбики с накидом. Далее мы вяжем, как его правильно написать, ну, девочки, обозначу как могу, полустолбик с накидом, да, так, по-моему, называется, и столбик без накида. Провязали одну воздушную петельку на подъем, и мы дальше не провязываем вот этот столбик без накида. Сюда провязываем столбик без накида, а далее начинаем вязать столбики с одним накидом. Вот таким вот образом будем вязать. Сейчас покажу. Провязали одну воздушную петельку на подъем. В этот столбик мы больше не вяжем. Провязываем вот в этот полустолбик с накидом столбик без накида, а дальше вяжем столбики с одним накидом. Вот так вот. Вот видите, как у нас получается плавно. Потом, когда мы будем делать обвязку, и у нас получится вот такой плавный переход. И вот, девочки, смотрите, получается, мы с вами провязали вот этот ряд, сделали подъем на второй ряд. Вот он у нас вот так вот выглядит. Плавный переход. Я довязала до конца 3 воздушные петельки на подъем и вот начала вязать в обратном направлении. И теперь покажу, как мы будем дальше вязать. То есть дальше мы больше не будем никаких вот этих скосов делать. То есть вот этот скос у нас идет только в первом и втором ряду. И вот смотрите, как мы будем дальше вязать. Вот я дальше начинаю провязывать также столбики с одним накидом. То есть я подхожу вот к этому, вот к нашему вот этому скосу. Вот у меня еще один столбик с накидом. Вот, и здесь мы провязывали воздушную петлю. Вот у меня столбик без накида. И вот он столбик с накидом, в котором я провязала последний. Вот у нас был столбик без накида и столбик с одним накидом. И в него я провязала свой последний столбик с одним накидом. То есть обязательно просчитайте, чтобы количество столбиков было одинаковое. Все, я провязала вот последний столбик с накидом. Провязываю 3 воздушные петли на подъем, разворачиваю, пошла вязать в обратном направлении. Все, никаких больше скосов мы не делаем. То есть мы провязали вот этот скос плавный только в первых 2 рядах. И вот сейчас я провяжу назад несколько столбиков и покажу вам, как это будет смотреться. Вот смотрите, пожалуйста, у нас получается. Вот он у нас аккуратный плавный скос. И пошли дальше у нас вязаться наши столбики. Вот так это будет выглядеть. Аккуратненько. Потом мы это с вами все пройдем, сделаем обвязочку. Красиво у нас все будет. И будет очень аккуратный вот такой вот скос. То есть у нас не будет вот такого квадрата. Если бы мы вот этот скос не делали, у нас был бы квадрат. Нам квадрат не нужен. Нам нужно, чтобы все женственно, все округло, было все красиво, все хорошо. Поэтому, девочки, сейчас мы вяжем длинненькую такую лямочку, делаем туда-обратно, провязываем столбики с одним накидом, провязали какую-то условную длину, примерили на себя,
поднатянули. Но какое тут еще на что нужно обратить внимание? Обязательно учитывайте то, что не делайте сильно тык впритык, потому что, запоминаем, у нас платье должно будет одеваться через голову. Вы должны будете просунуть руки, одну руку, вторую, продеть через верх, через грудь, одеть, и все у вас должно это быть, в принципе, хорошо. То есть оно не должно болтаться, но и не должно так, что вы не можете вообще в него протиснуться. За счет того, что вот это вязание, оно у нас, в принципе, видите, у нас пряжа, хлопок, в принципе, он имеет свойство все равно растягиваться, какие-то дополнительные, вот сантиметра 3 на растяжку дает, а то и где-то больше. Поэтому учитываем это все и обязательно, вот когда вяжем вот эту лямочку, примеряем на себя. Прям подтягиваем ее хорошенько, провязали, подтянули, одели на себя, примерили и вяжем необходимую вам длину. И вот, девочки, я провязала определенную ширину. И что мы теперь делаем? Мы должны, по идее, теперь взять и соединить со второго бока. Но мы помним, что когда мы начинали вязать начало, мы делали вот такой скос. Если мы сейчас присоединим, то у нас будет квадратное соединение. То есть, если мы присоединим, у нас будет без всякого скоса квадратненькое соединение. Как нам это теперь исправить? Когда мы примерили на себя и определите, что вот вам еще нужно довязать ряда 2-3, то мы берем рабочую нить и присоединяем со второго края точно так же ниточку, как мы присоединяли с этой стороны. Присоединяем ниточку и провязываем буквально 3 ряда вот с этим скосом, так как я вам показывала, вот именно вот этим образом. То есть мы провязываем полустолбик с накидом, столбик без накида, воздушная петля, столбик без накида и начинаем вязать. И мы провязываем таким образом 3 ряда. Для того, чтобы нам понять, что нам ни много ни мало, обязательно напоминаю, что мы примеряем на себя. И примерили на себя, вот я, видите, как раз тут подраспустила, потому что я примерила, смотрю, все, мне хватает. Но мне надо сюда и с этой стороны еще 3 ряда довязать, поэтому я тут подраспустила, обрезала ниточку, и теперь я буду присоединять вот ко второй чашке, провяжу 3 ряда, так же, как мы вязали вот с этой стороны. И вернусь к вам, мы будем соединять 2 половинки. Поэтому, девочки, вот так вот мы вяжем, провяжу сейчас 3 ряда и вернусь к вам на соединение. Итак, вот я провязала 1, 2, 3 ряд, я провязала 3 ряда. И теперь мы будем соединять вот так вот. То есть соединение у нас как бы под мышкой будет, под рукой, не будет особо видно. Итак, соединять мы будем также на изнаночной стороне. Выворачиваем, складываем один к одному. Так, крючок, крючок. Складываем один к одному 2 половинки. И, в принципе, соединять мы будем точно так же, как мы соединяли вот наши 2 чашечки. Можно соединить столбиками без накида, можно соединительными петельками, вот кому как нравится. Так, тут я не закрепила ниточку. Закрепляем и начинаем соединять. Вот столбик в столбик соединяем, все как обычно.
И старайтесь, почему я сказала 3 ряда тут нужно провязать, чтобы в конце 3-го ряда у нас ниточка оказалась наверху, чтобы мы сейчас соединим, и ниточка у нас уйдет вниз на нижнюю часть платья. Итак, соединяем столбик в столбик, ввожу в первую петельку и здесь точно так же в первую петельку. Так, и все, и соединяем дальше. Так, это криво. Вот, и соединяем мы петелька в петельку. Вот вторая петелька, первую мы соединили, вторая со второй. Можно вот столбиками без накида. Второй столбик со вторым. Третий с третьим, четвертый с четвертым. Вот таким образом соединяем, и вот у нас на обратной стороне вот такой шовчик должен получиться. И соединяем до конца. И вот что у нас получилось после того, как мы соединили. Вот у нас соединение. Я соединила, здесь у нас все провяжется, обвяжется, все будет ровненько. Вот как выглядит соединение. И теперь мы можем взять наш бюстгальтер и попробовать вот так вот одеть, как это будет у нас выглядеть. Ну, конечно, это не на фигуре, понятно, но вот примерно вот таким вот образом. Ну, съезжает, конечно, у меня. Ну, я думаю, на себя вы примеряли. Вот таким вот образом у нас это будет выглядеть. Плюс обвязка везде у нас здесь пойдет. Все будет эстетично у нас. И теперь что мы будем дальше делать? Теперь мы здесь обрезаем ниточку. И дальше нам потребуется пряжа Alize Diva Stretch. Alize Diva Stretch. Нам нужен в цвет. У меня вот моточек вот такой вот есть уже начатый, что-то я вязала. Это белый, это молочный. Старайтесь в цвет взять, либо какой-то близкий по цвету, потому что Alize Diva Stretch, ну там не так уж много оттенков, поэтому, конечно, лучше, допустим, основной цвет платья выбирать и ориентируясь на палитру Alize Diva Stretch, потому что нам понадобится именно вот стрейчевость в районе груди. Итак, нам понадобится совсем немножко этой пряжи. Мы будем провязывать столбики без накида. Буквально несколько рядов. Может быть 5-10 рядов столбиками без накида. Можно также вязать полустолбики с одним накидом. Тоже будет хорошо смотреться. Итак, здесь я обрезаю ниточку. Вот где у нас было соединение. Мы обрезаем нить. И берем Alize Diva Stretch. Так вот она, конечно, очень сильно распутывается. Очень сложная. Сейчас я быстренько постараюсь подмотать ее, потому что она сразу рассыпается. Сложно ее, конечно, вот и перематывать, и как-то вот ее во что-то
складывать нужно в пакетик или еще куда-то, потому что она просто рассыпается. Как только с нее снимаешь этикетку, все, вот в пакетике лучше ее держать. И вот мы берем ниточку, можно привязать ее к этой ниточке, но я вот ее лучше подсоединю. Это будет надежнее. Можно подсоединить к этому же, откуда мы заканчивали, а можно прямо сбоку. Вот сбоку, чтобы не видно было. В принципе, тут не особо принципиально. Вот. На один узелок и на второй, чтобы уж наверняка. Итак, это мы все на лицевую сторону вывернули к себе. И теперь мы будем делать обвязку вот вдоль нижнего края. Вот эти хвостики можно заранее распустить, обрезать и просто их ввязывать вот так вот ниточку. Прикладывать и ввязывать вязание, чтобы лишние вот эти узелки не делать. И смотрите, что мы как будем вязать. Мы будем вязать вот где он, вот возьмем вот так вот, да, вот где у нас были ряды, вот столбики, вот мы вязали вот так вот вертикально, то мы вяжем столбик в столбик. Где у нас пошли ряды вот горизонтальные, мы сюда вяжем по 2 столбика. То есть вот в такой вот вертикальный ряд, или это горизонтальные, да, ряды, словом, девочки, вот так, давайте я объясню. Вот тут мы будем вязать в каждый столбик. Вот. Как только у нас пошли вот эти повдольные ряды, сюда мы будем вязать по 2 столбика. Но ориентируйтесь на свою фигуру. Кто хочет потуже, то где-то сюда 2, сюда 1, сюда 2, сюда 1. То есть тут нету вот прямо такого четкого правила. Здесь нужно больше ориентироваться на свою фигуру. Как вы хотите, поплотнее вы хотите, или вы хотите, чтобы, ну, более-менее свободно. В принципе, можно вот эту вот обвязку, которую сейчас мы делаем пряжей Alize Diva Stretch, ее можно точно так же делать и с той же пряжи, с которой мы вяжем все платье. Но это для тех подойдет, у кого, допустим, ну, кто хочет более свободное платье, более свободный фасон, то не обязательно брать Diva Stretch, можно продолжать вязать из этой бегонии, и чтобы оно такое прямо свободное, такое типа бобидол, можно вязать из этой же пряжи. Кто хочет, чтобы оно под грудью село, вот прямо подчеркнуло, да, и уже от груди далее вязать, конечно же, лучше брать Diva Stretch. Итак, вот я связала одну воздушную петельку на подъем и начинаю вязать столбики без накида. Вот сюда я вяжу 2 столбика, сюда тоже 2. Вообще вот я рекомендую первый ряд вот провязать вот как положено, да, вот если вот этот ряд у нас, сюда мы вяжем 2 столбика, если вот этот ряд вяжем, то в каждый столбик мы вяжем. Вот провяжите первый ряд и примерьте на себя, и когда будете вязать, ну вот чуть-чуть как бы вот потуже вяжите, чтобы вот эта стрейчивость у вас была, чтобы она вот стрейчивость стянула как бы немножечко вот это вот под грудью. То есть чуть-чуть потуже вяжите. Вот когда провяжете, оденьте на себя, оденьте и посмотрите, насколько вам комфортно. Если, допустим, у вас болтается, если вам нужно еще потуже, значит в следующем ряду убавляйте петельки. Просто убавляйте петельки. Вот я сейчас провяжу ряд, примерю на себя и определю, мне этого достаточно или мне нужно чуть поменьше. Поэтому я покажу, как убавить. Ну, убавить тут несложно, просто из 2 петелек провязываем одну и все. Поэтому, девочки, вот этот ряд, вот я вот в эти, вот мы уже в принципе с вами вязали вот в продольные ряды, по 2 столбика вяжу и прям потуже подтягиваю ниточку.
Вот какую ниточку можно ввязать, ее можно ввязывать. Какая не ввязывается, ну, прячем ее. Вот так вот мы обвязываем низ. И я, когда сейчас ряд провяжу, я к вам вернусь и покажу, как, допустим, можно убрать несколько петелек. Для тех, кому не нужно ничего убирать, то мы провязываем ширину примерно, ну, сейчас скажу, сколько сантиметров мы примерно будем провязывать. Нам нужно будет провязать примерно, ну, сантиметра 3-4. Вот примерно 3-4 сантиметра, в зависимости от вашей фигуры. Примеряйте на себя, чтобы у нас была вот, ну, примерно такая полосочка, чтобы примерно у кого-то 2 сантиметра, может быть, у кого-то 3 сантиметра. Вяжем все, вот первый ряд мы вяжем столбиками без накида, последующие ряды можно вязать полустолбики с накидом. Поэтому давайте провязывать. Итак, девочки, простите меня за неглиже, но мне вам нужно показать. Итак, смотрите, вот мы связали. Я провязала первый ряд Diva Stretch. Вот у меня сразу раз и легло под грудь. Вот наши лямочки. Они у нас должны, мы их потом в конце платья мы их будем довязывать. Вот моя ширина. Здесь у нас лямочки прикроют. Вот моя ширина как раз по ширине бюстгальтера. Вот таким образом. И смотрите, что у нас получается. Вот мы провязали. Вот у меня, да, под грудью, вот так вот видно, да? Не смотрите на меня, смотрите на вязание. Нам нужно сейчас провязать буквально 3-4 сантиметра, чтобы у нас вот эта часть стрейчевая, чтобы она прямо хорошо вот легла прямо под грудью. Это для того, чтобы у нас по фигуре вот именно в этой области было. И дальше мы начнем уже вязать платье само. То есть здесь у нас вот таким образом должно получаться. Вот, потому что если мы свяжем с обычных ниток, у нас будет болтаться. А стрейчевая пряжа, вот сейчас вы когда провязали ряд, если вдруг у вас получилось слишком свободно, значит немножечко потуже вяжите именно Diva Stretch и сделайте буквально убавку несколько петель. И вот я провязала первый ряд, как я вам говорила. И вот чтобы у нас не было видно перехода с ряда на ряд, мы с вами дальше будем вязать без перехода ряда. Без перехода ряда. Как мы будем это вязать? Смотрите. Просто будем вязать по кругу столбиками без накида. Вяжем по кругу. Не делаем того, что вот, например, смотрите, как я в конце ряда. Вот у меня конец ряда, и как обычно мы делаем, мы находим вот первую петельку подъема, вводим в нее крючок, соединительной петелькой соединяем, опять делаем одну воздушную петлю, сюда же вяжем столбик без накида и далее вяжем по кругу, и у нас получается вот такая ступенька. И в принципе, когда мы провяжем вот, допустим, такую ширину, у нас вот этот переход с ряда на ряд, он у нас будет виден все равно. Поэтому, чтобы нам этого не делать, чтобы у нас все было красиво, мы будем вязать без перехода ряда. Нам для этого понадобится маркер один. И вот смотрите, я подхожу к концу ряда, вот у меня первая петелька, которую я вязала, и я не соединительной петлей здесь не закрываю, я просто ввожу крючок и дальше продолжаю вязать столбики без накида, просто по кругу. Провязала, и вот на вот этот первый столбик, вот он у нас, на первый столбик я прикрепляю маркер, чтобы я не потеряла, чтобы вот по кругу мы будем вязать, чтобы потом нам не потерять, где у нас был первый столбик. И вот когда мы будем вязать по кругу, вот подойдем, провяжем ряд, подойдем к этому маркеру, снимем маркер, провяжем сюда
столбик с накидом, пойдем на следующий ряд и в следующем ряду опять на эту же петельку прикрепляем маркер. Я думаю, это понятно. Теперь я покажу, если вам нужно убрать несколько петель, как мы будем убирать. Допустим, у вас широко получилось, вы хотите, чтобы более облегающее было, то мы вводим крючок в одну петлю, протягиваем нить, оставляем на крючке, вводим крючок во вторую петлю, подхватываем нить. Вот у нас 2 столбика. Первый столбик ввели, во второй столбик ввели. И провязываем их вместе. То есть мы из 2 столбиков делаем один. И вот просчитайте, просто оденьте на себя и, допустим, раз, и вот так, вам столько вот нужно убрать. Допустим, широко у вас, да, столько нужно убрать. Посчитайте, 1, 2, 3, 4, 5 столбиков надо убрать. И вот таким образом нужно петельки эти убирать. Туго у вас не должно получиться вот сама вот эта наша часть, потому что вы вот саму вот эту планочку должны были связать именно под ваш размер. Поэтому повторяем, сейчас мы вяжем примерно 3-4 сантиметра столбиками без накида. Можно вязать столбиками без накида, можно вязать полустолбиками с накидом, на ваше усмотрение. Я буду вязать столбики без накида. Провяжу примерно 3-4 сантиметра, примерю на себя, посмотрю, как это будет выглядеть. Сниму обязательно вам, сделаю фотографию либо видео. И будем переходить дальше на наше вязание. И вот я провязала вот такую ширину. Сейчас я скажу, сколько это у меня в сантиметрах получилось. В сантиметрах это у меня получилось, так, ну вот практически 4 сантиметра, да, вот 4 сантиметра. Самое главное здесь у нас, чтобы у нас хорошо одевалась и снималась. И эта пряжа Diva Stretch, она отлично для этого подходит. Вот именно там, где нам нужно, чтобы и по фигуре было, но и чтобы мы могли все хорошо снять и одеть. Что мы делаем дальше? Дальше мы будем переходить, низ платья у нас будет связан вот таким вот узором. Вот под весом платья он будет выглядеть вот так вот у нас. Я провязала небольшой образец, чтобы вам показать, что дальше мы будем переходить вот на такую схему узора. И эта схема узора у нас, я связала специально ее из той же пряжи, только другого цвета, из бегонии. И провязала тем же номером крючка, чтобы понять, сколько нам теперь нужно будет сделать расчет, чтобы понять, сколько нам нужно петель. Сразу хочу сказать такой момент, что вот я не зря прикрепила маркер, и вам сразу советовала прикреплять маркер. Нам нужно будет вот по последнему маркеру просчитать количество петель в последнем ряде. Это нам нужно сделать номером 1. Итак, дальше мы что делаем? Первое. Просчитываем петли по последнему ряду. Просчитываем петли. По последнему ряду. Обязательно просчитайте и запишите. Вот этот у нас узор, раппорт вот этого узора, я пишу раппорт основного узора равен 12 петель. Вот раппорт этого узора у нас будет равен 12 петлям. Я просчитала свой последний ряд. Вот я свой последний ряд просчитала. У меня получилось по последнему ряду 145 петель. Пишу у меня. У вас получится свое количество петель, обязательно эти петли запишите. Далее мы находим наш образец, вот который мы писали. Так как у нас будет все связано из одной и той же пряжи, мы вяжем тем же номером крючка, у нас ничего не меняется,
то нам подойдет вот этот образец. Неважно, что мы тут столбиками с накидом, столбики без накида, у нас одна и та же пряжа, и поэтому нам вот этот образец, расчет вот этот, он нам подойдет. Нам важно, сколько у нас сантиметров в 10 столбиков. Итак, что у нас дальше? На что обратить внимание? Девочки, хочу сразу тут сказать, на что обратить внимание. И теперь на что нам нужно будет обратить внимание. Так как у нас платье будет связано вот таким вот образом. Так, простите мне мое художество. Вот мы с вами связали, еще бретельки мы не связали, мы бретельки будем в самом конце вязать. Мы с вами связали вот эту часть, провязали вот эту часть Diva Stretch, измерили, все у нас хорошо проходит, одевается, нигде не туго, и далее платье у нас вот такой фасон будет. Сразу хочу сказать, я буду вязать длину чуть выше колена, кто-то может связать более длинное платье. На что хочу обратить внимание. Если вы будете вязать со мной длину вот именно чуть выше колена, либо до колена, вы можете вязать из той же самой пряжи. Хорошо будет сидеть платье, не совсем оно будет тяжелое, но если вы захотите вязать длинное платье ниже колен, то я рекомендую вам вот на вот эту вот нижнюю часть платья, вот начиная вязать от Diva Stretch, перейти хотя бы на Coco пряжу, либо на пряжу Pelican. Потому что у нас узор все равно достаточно плотный, много столбиков, и поэтому именно платье вот из пряжи, например, бегония, либо какую-то еще другую пряжу возьмете, даже если это будет пряжа Coco, вот все равно будет тяжеловато платье, поэтому вот Пеликан, либо Анна 16 также, вот если вы будете вязать длинное, она отлично подойдет. Ну, на худой конец уже Coco тоже подойдет, но все равно будет оттягивать слишком платье вниз. Coco будет оттягивать, а Пеликана на 16 на длинное платье отлично подойдет. Также кто-то может низ платья Coco вязать. Допустим, вы могли верх из Coco вязать и низ из Coco могли вязать. Если кто-то будет вязать так же, как я, там, например, из бегонии, либо из какой-то такой же пряжи по метражу, то, в принципе, низ платья тоже подойдет. И вязать из этой пряжи. Я буду вязать полностью платье из бегонии. Теперь, что нам дальше нужно? Какие мерки? Теперь нам нужно определить, какая у нас будет пышность платья. Для этого нам нужно будет измерить обхват бедер, определить свой обхват бедер, то есть максимальную точку. Если у кого-то слишком выпирающий живот и вот обхват живота, больше обхвата бедер, то мы здесь берем большую из мерок. У меня обхват бедер 90 сантиметров. И я не хочу слишком пышное платье или слишком узкое. Я добавлю 10 сантиметров и буду вязать на 100 сантиметров. У меня ширина платья, объемность нижней части платья будет 100 сантиметров. Что мы делаем дальше? Так как у нас мерки сняты, я буду вязать из той же самой пряжи. У меня вот он уже есть образец. И так как я буду вязать из той же пряжи, то мне не нужно провязывать какие-то другие образцы. Если же вы будете вот низ платья, например, вязать из другой пряжи, обязательно провяжите образец, рассчитайте, сколько вам нужно, все четко просчитайте. Я посчитала, что изначально вот записала образец, и теперь я знаю, что мне нужно провязать 100 сантиметров. И я опять переписываю по своему образцу. У меня 4,5 сантиметров, это 10 столбиков. 10 столбиков. Мне нужно связать 100 сантиметров. 100 сантиметров мне нужно связать ширину. Значит, сколько это у меня будет
столбиков мне нужно набрать. Я 100 умножаю на 10 и, соответственно, делю на 4,5. И у меня это получается... Ох, так, простите. Так, небольшие неполадки. Итак, считаем. Я умножаю 100, умножаю на 10 и делю на 4,5. И у меня получается, что мне нужно 222 столбика. 222 столбика. Но мы помним, что у нас раппорт узора равен 12. Нам нужно подвести петли под кратность узора. Значит, я 222 делю на 12. Получается 18,5 раппортов. Я увеличу в большую сторону, свяжу 19 раппортов, 19 умножу на 12 и получается 228 столбиков мне надо связать. А по последнему ряду, вот по этому, который я просчитывала, у меня 145 петель. Значит, мне нужно 228 минус 145. Мне нужно добавить плюс 83 петли. Плюс 83 петли, чтобы получить необходимое количество для раппорта, чтобы начать вязать этот узор. Итак, что мы дальше будем делать? Я думаю, тут понятно, все понятно, я объяснила. И теперь мы с вами будем добавлять петли. Конечно, самое простое это использовать счетчик ряда для того, чтобы добавлять петли. Я посчитала, что мне нужно добавить 83 петельки. И теперь, как я буду добавлять? Мы будем добавлять именно на пряже Diva Stretch последним рядом, потому что это стречевая пряжа, и тут нам на ней не особо будет видно вот эти добавочные петли. То есть мы сейчас провяжем ряд именно добавочных петель пряжей Alize Diva Stretch. И добавим именно ваше необходимое количество петель, у вас это свое будет. И будем добавлять таким образом. Добавляем одну петельку и считаем петли, соответственно, сколько будем петель добавлять. Вот я добавляю, провязала в одну петлю один столбик, и в эту же петлю провязываю еще один столбик. Сразу отмечаю себе, что вот один столбик я провязала. Далее опять один столбик, следующую петлю еще 2, еще один я добавила. И вот так вот я буду добавлять по кругу свое количество петель. То есть вы будете добавлять свое количество петель. У каждого из нас оно свое. Поэтому мы сейчас провяжем добавочный ряд петлями, столбиками без накида, то есть, простите, не петлями. Провяжем ряд и добавим необходимое количество петель. И далее следующий ряд уже по добавленным петлям мы провяжем просто столбиками без накида, без всяких добавок. То есть в этом ряду мы сейчас добавим петли, а в следующий ряд мы провязываем просто столбиками без накида. Если вдруг может у кого-то получиться, что, например, вот просто банальный пример, например, вы посчитали, и у вас вот по последнему ряду получается 100 петель. Вы взяли какую-то большую ширину, допустим, хотите связать пышное платье, да, и вам нужно, вот у вас 100 петель, а вам нужно добавить 200, например, дополнительно еще 200 петель, то, соответственно, вот так как у меня маленькое количество петель я буду добавлять, то есть меньше, практически, ну, чуть больше половины, да, чем у меня здесь есть петель, то я добавляю в один ряд. Если у вас, например, нужно очень много петель добавить, добавляйте в 2, а то и в 3 ряда, то есть разделите на 2-3 ряда добавку этих петель. Когда добавите свое количество петель, последний ряд провязываем без всяких добавок. Еще раз все просчитываем, чтобы у нас была раппортность кратная 12 нашему узору. И я тоже к вам вернусь, и мы дальше продолжим с вами вязание.
И вот я провязала необходимые мне петли, добавила в одном ряде, я добавила, а следующий последний ряд также столбики без накида я провязала без всяких добавок-убавок. Все, я добавила необходимое количество петель, кратное нашему раппорту, кратное 12. И теперь мы непосредственно будем переходить на вязание самого этого узора. Для этого теперь мы меняем нить, опять мы переходим, я буду продолжать вязать пряжи бегония, с которой я начинала. Вы какую пряжу выбрали для себя, с той пряжи и будем вязать. Итак, я теперь обрезаю ниточку. И вот смотрите, здесь у меня последняя петелька была. Вот последнюю петельку мы провяжем не столбик без накида, простите, а соединительную петельку. Вот я ввожу сюда крючок, подхватываю рабочую нить и протягиваю через последнюю петлю. Ввела, подхватила и протянула. Все. Теперь мы ниточку обрезаем и эту пряжу убираем. Alize Diva Stretch, она нам больше вообще не понадобится. Я убираю ее в пакетик, чтобы она не раскручивалась. Итак, я беру пряжу. Вот у меня тут еще остался моточек. И присоединяю к этой ниточке. Вот так вот. Подсоединили. И далее мы будем вязать вот по такой схеме. У нас в итоге получится вот такой красивый узор. Ракушки вообще люблю очень. Ракушки я. Поэтому и платье у нас будет узором ракушки, веера, как правильно называется. Итак, первый ряд мы будем начинать с 3 воздушных петель. С арочек, которые будут составлять из 3 воздушных петель. Так, тут плохо пропечаталось, но я думаю, тут понятно. Это вот у нас получается наши столбики, да, вот так я нарисую. Петли предыдущего ряда, это называется у нас. Раппорт узора здесь равен 12, как я уже говорила. И в принципе ничего сложного тут нету. Все у нас с вами хорошо получится. Итак, вот наш раппорт узора. Вот он начинается и вот он заканчивается. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 петель. 12 воздушных петель. Раппорт узора. Итак, мы подсоединили ниточку. Маркер можно снять. И теперь, так, сейчас я положу, чтобы у меня не отодвигался. Итак, подхватываем рабочую ниточку. Провязываем одну воздушную петельку, как у нас здесь нарисовано на схеме. И в эту же петлю мы провязываем столбик без накида. Вяжем 1, 2, 3 воздушные петли. Пропускаем 2 петли основания, в третью вяжем столбик без накида. Далее опять вяжем 3 воздушные петельки, пропускаем 2 петли основания и в третью вяжем столбик без накида. Вот я провязала 3 воздушные петельки, пропускаю. Так, у нас тут Diva Stretch тянется хорошо, поэтому вот можно оттянуть и видно. Пропускаем 1, 2 петлю, в третью петлю я провязываю столбик без накида. Опять 1, 2, 3. Пропуская 1, 2 петельку и в третью петлю вяжу столбик без накида. 1, 2, 3. Пропускаю 1, видно, да? 1, 2 и в третью петельку вяжу.
одну вторую, в третью петлю вяжу столбик без накида. Вот такие арочки, ничего сложного нету, мы провязываем до конца ряда. И я подхожу к концу ряда, провязываю последний раз, 2, 3 воздушные петельки. И соединять мы будем в первый столбик, вот которым мы провязали воздушную петлю, и в эту же петельку вязали столбик без накида. И вот в этот первый столбик мы вводим, вот мы отсюда вязали, мы сюда вводим крючок, подхватываем рабочую нить и соединительной петелькой провязали. Все, мы довязали, соединили вот до конца. Теперь мы будем провязывать 3 воздушные петельки на подъем, одну воздушную петлю на ряд и в арочку столбик без накида. Далее 3 воздушные петельки в следующую арку, тоже столбик без накида. И вот в этот столбик 3 столбика с накидом в одну петлю основания. И далее будем повторять арочки из 3 воздушных петель. Всего у нас должно быть 3 арки. То есть провязываем 3 арки, 3 столбика, 3 арки, 3 столбика. Сейчас мы провязываем 1, 2, 3 воздушные петли на подъем, одну воздушную петельку на ряд, и вот сюда в первую арочку предыдущего ряда провязываем столбик без накида. Опять 1, 2, 3, в следующую арку вяжем столбик без накида. И вот в этот столбик, вот мы провязали вот сюда столбик без накида, арку, столбик без накида. И вот в этот столбик, вот он у нас, вот сюда вот, мы провяжем 3 столбика с одним накидом. Накид на крючок. И в этот столбик мы провязываем 3 столбика. Первый, второй столбик и сюда же третий. Провязали. И далее опять вяжем 3 арки. Провязали. И вот когда мы провязываем 3 столбика, мы перед 3 столбиками в арку вяжем столбик без накида. И после 3 столбиков вяжем столбик без накида. И 3 арочки. Провязали. И в следующую арку, вот сюда, провязываем столбик без накида. Вот так. Теперь вяжем 3 арки. 1, 2, 3. В арку столбик. 1, 2, 3. В арку столбик. Опять 1, 2, 3. В арку столбик. Все, 3 арки провязали. Теперь вот в этот столбик вяжем 3 столбика с накидом опять. Накид на крючок, первый столбик. Накид на крючок, второй столбик. Накид на крючок, третий столбик. И в арочку столбик без накида. Вот так. Провязали 3 арки. 1, 2, 3. Столбик. 1, 2, 3. В арочку столбик. 1, 2, 3. 3 воздушных петли в арку столбик. Вот 3 арки провязали. 1, 2, 3. И опять накид на крючок. И в этот столбик 3 столбика с одним накидом. Первый, второй и третий. Провязали в арочку в эту столбик без накида. И повторяем. Первая арка, столбик без накида. 3 воздушные петли, столбик без накида, вторая арка. 3 воздушные петли, столбик без накида, третья арка. Накид на крючок, в столбик без накида предыдущего ряда, 3 столбика с одним накидом. В арочку, столбик без накида. И вот так мы провязываем по кругу до конца ряда. Я подхожу к концу ряда, провязываю 3 столбик с накидом
и столбик без накида. И вот у нас начало ряда. Мы провязали 3 воздушные петельки, 1 петлю на ряд, и вот такое у нас было начало ряда. В конце ряда, если вы все правильно добавили петельки, у вас должно вот так получиться, как у меня. То есть вот я провязала 3 столбика, столбик без накида в арочку, и теперь я должна провязать 3 воздушные петли, 1, 2, 3. То есть мы помним, что у нас между 3 столбиками всегда должно быть 3 арки. Провязали 3 воздушные петли, в последнюю арку столбик без накида. Вот у нас получается в начале ряда 3 столбика и в конце ряда 3 столбика. Первая арка, вторая арка. С начала ряда арка, в конце ряда арка. Тут у нас пол арки, и сейчас в конце мы тоже должны довязать половину арки. Провязываем 1 воздушную петельку и соединяем в 3-ю петлю подъема. Вот таким образом. И у нас получается 3 столбика, между ними 1, вторая и срединная 3-я арочка. И вот так у нас все правильно, ровненько получилось. Далее мы переходим, мы провязали первый ряд, мы провязали второй ряд и переходим к вязанию 3-го ряда. Третий ряд мы начинаем с 1 воздушной петли на подъем, 1 воздушная петля, и в эту же петлю вяжем столбик без накида. Провязали, и вот смотрим, провязываем 3 воздушные петельки. То есть опять у нас арка из 3 воздушных петель, столбик без накида в арку предыдущего ряда. И вот где мы вязали 3 столбика с накидом, в каждый столбик будем вязать по 2 столбика. И вот между вот этими столбиками у нас уже будет 2 арки. То есть в прошлом ряду у нас было между столбиками 3 арки. Тут у нас между столбиками будет по 2 арочки. Итак, провязали. Вяжем 3 воздушные петельки и в арку предыдущего ряда соединяем столбик без накида. Накид на крючок, и вот у нас 3 столбика. И в каждый из этих столбиков мы вяжем по 2 столбика. Первый, второй, в следующий столбик еще 2 столбика, третий, четвертый. И в следующий столбик, последний, 5 и 6. То есть в предыдущие 3 столбика мы провязали 6 столбиков. Провязали, опять вяжем столбик без накида в арочку предыдущего ряда. Вот в эту арку вяжем столбик без накида. Провязали. И 2 арочки. 1, 2, 3. В следующую арку столбик без накида. Опять 1, 2, 3. Вот она арка, столбик без накида. Вот так вот должно получаться. И вот у нас опять 3 столбика. Теперь мы вместо 3 столбиков вяжем 6. В каждый столбик провязываем по 2 столбика. Первый, второй, третий, четвертый, 5 и 6 столбик. Провязали, в арочку вяжем столбик без накида. И 2 арки из 3 воздушных петель. 1, 2, 3. Арочку связали, столбик без накида. Опять 1, 2, 3. Столбик без накида. И опять вяжем 6 столбиков. Провязали, в арочку столбик без накида. 1, 2, 3. Столбик без накида. 1, 2, 3. Столбик без накида. И опять повторяем. И у нас должно получаться вот таким вот образом. Вот так вот.
у нас будет получаться. Такие вот у нас уже ракушечки пошли. Поэтому мы провязываем ряд до конца и будем завершать ряд. Итак, завершаем третий ряд. Я провязала в конце ряда вот эту часть, то есть мы должны были провязать вот эту часть 6 столбиков, провязала столбик без накида, и далее у нас должна получиться вот эта арочка. Вот в начале ряда мы вязали одну воздушную петлю, столбик без накида и арку из 3 воздушных петель. Помним, что между 6 столбиками у нас всего 2 арки. И в конце ряда у нас точно так же должна быть одна арка. Раз, два, три. И вот он, столбик без накида. В этот столбик без накида в начале ряда мы провязываем соединительную петлю. Вот у нас 2 арочки получилось между вот этими. Тут 6 столбиков, тут 6 столбиков, 2 арки. Все, третий ряд мы провязали. Начинаем вязать четвертый ряд. Четвертый ряд у нас также 1, 2, 3, 4 воздушные петельки. И в арку вяжем столбик без накида. И также мы будем удваивать каждый предыдущий столбик. То есть у нас было 3 столбика, потом стало 6, и сейчас у нас будет 12 столбиков. Мы сейчас в каждый предыдущий столбик будем провязывать также по 2 столбика. И теперь между 12 столбиками у нас будет всего 1 арка. Я думаю, тут ничего сложного нету. Итак, мы провязываем 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4 и соединяем в арку из 3 воздушных петель. Далее вот они наши 6 столбиков, и мы каждый столбик удваиваем. Все то же самое. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12. Провязали в арку столбик без накида. 1, 2, 3, 1 арка у нас теперь тут, помним, провязали. И опять повторяем, вяжем 12 столбиков. И 12 столбик, столбик без накида в арочку и арка из 3 воздушных петель, 3 воздушные петли и столбик без накида. Вот так у нас должно получаться. Вот такие ракушки. Поэтому этот ряд мы провязываем вот таким образом до конца. И вот в конце 4-го ряда я провязала 12 столбиков. Провязала 12 столбиков, и в конце ряда мы вяжем 1 воздушную петельку. Вот конец ряда у нас. Мы вяжем 1 воздушную петельку и соединяем. Провязываем 1 воздушную петельку, и вот у нас 3 воздушные петли. Это вот наш столбик, вот этот с накидом. Мы в этот столбик, так не видно, да? Вот у нас 3 воздушные петли. Мы сейчас провязываем 1 воздушную петельку и соединяем соединительной петлей в 3-ю воздушную петельку. Вот 1, 2, 3, в 3-ю воздушную петельку соединительной петлей соединяем. И вот у нас получилась вот такая арочка между 12 столбиками. Все, мы провязали 4-й ряд. Далее переходим к вязанию 5-го ряда.
И пятый ряд у нас будет как первый ряд. То есть у нас сейчас наш узор будет смещаться. То есть вот эта часть у нас будет перемещаться на серединку. То есть тут у нас ничего меняться в самом вязании не будет, только у нас будет перемещение. Итак, следующий пятый ряд мы начинаем вязать также арочки из 3 воздушных петель. Начинаем вязать мы также с одной воздушной петельки на подъем и столбика без накида. Вяжем одну воздушную петлю и сюда же провязываем столбик без накида. И вот смотрите, далее мы будем вязать также вот эти арки из 3 воздушных петель. И чтобы нам разобраться, вот здесь смотрите, мы сейчас провяжем 3 воздушные петли, пропускаем 3 столбика, после 3-го столбика вяжем столбик без накида. Опять арочка, 1, 2, 3, пропускаем 3 столбика, столбик без накида. Следующая арка, 3 столбика предыдущего ряда пропускаем, столбик без накида. Опять арочка, и вот в эту арку столбик без накида. Ничего сложного. Итак, вяжем 1, 2, 3 воздушная петля, пропускаем 1, 2, 3 столбик, в 4, между 3 и 4 вяжем столбик без накида. Опять 1, 2, 3, пропускаем 1, 2, 3, в следующий столбик вяжем, между 3 и 4 вяжем, опять 1, 2, 3, пропускаем 1, вот пропускаем 1, 2, 3 и в следующий столбик вяжем. То есть мы пропускаем по 3 столбика, 1, 2, 3, вот между 3 и 4 вот сюда вот вяжем. Опять пропускаем 1, 2, 3, вот сюда вот вяжем. Между 3 и 4 опять пропускаем 1, 2, 3, вот сюда вот вяжем. Я думаю, тут вам понятно. Далее провязываем опять 1, 2, 3. Провязали 3 воздушные петельки. Вот у нас арочка между 12 столбиками. В эту арку вяжем столбик без накида. И опять 1, 2, 3. Пропускаем 1, 2, 3 столбик. Между 3 и 4 вяжем. Опять 1, 2, 3. Пропускаем. Вот мы пропустили 1, 2, 3. Теперь опять пропускаем, так, чтобы все верно будет. 1, 2, 3 пропустила. Опять 1, 2, 3 пропускаю, в следующий вяжу. Опять 3 воздушные петельки. Пропускаем 1, 2, 3 и в следующий столбик вяжу. Опять 1, 2, 3, 3 воздушные петельки, в арочку провязываю столбик без накида. Вот таким вот образом мы провязываем. Я думаю, тут ничего сложного нету. Все на схеме я вам показала. Провязываем ряд до конца и в конце ряда соединяем в столбик вот этот без накида, в котором мы вязали в начале ряда. И вот в конце ряда я провязала на 12 столбиков арочки, и вот у нас начало ряда мы вязали один столбик без накида и арку из 3 воздушных петель. Мы помним, что между вот этими 12 столбиками у нас тут вот 2 арочки, как бы над ними должно быть. Значит, у нас в конце ряда тоже будет арка из 3 воздушных петель. Мы провязываем 1, 2, 3 и соединяем в столбик без накида, который мы вязали в начале ряда. Все, мы провязали 5 ряд. И теперь мы переходим к 6 ряду. На 6 ряд мы помним, что 6 ряд он у нас также равен 2 ряду. 6 ряд начинаем вязать. 6 он у нас равен 2. То есть мы вяжем вот в этот столбик срединный, то есть вот мы смотрим, вот он у нас получается срединный столбик, да, вот из 3 воздушных петель. Он у нас будет переноситься вот сюда. И, соответственно, в начале ряда мы провяжем 3 воздушные петельки, они у нас будут считаться за
1 столбик с накидом, и сюда еще мы провяжем 1 столбик, а в конце ряда мы провяжем еще один дополнительный столбик, чтобы у нас получилось 3 столбика. То есть мы вязали вот сюда в серединку, сейчас у нас серединка смещается. Поэтому давайте будем начинать вязать. Мы начинаем с 3 воздушных петель. Это у нас будет первый срединный столбик с одним накидом. И сюда же мы вяжем второй столбик с накидом. Провязали, в арочку вяжем столбик без накида. И мы помним, вот как мы во втором ряду вязали, когда у нас 3 столбика, вот между этими столбиками у нас 3 арки. В следующем ряду 2 арки, и где 12 столбиков, 1 арка между столбиками. Провязали, в арочку вяжем столбик без накида. Опять 1, 2, 3, первая арка, 1, 2, 3, в следующую арочку вторая арка, 1, 2, считаем их, чтобы не ошибиться. 1, 2, 3, третья арочка. И теперь вот в этот столбик, вот между 12 столбиками предыдущего ряда, мы начинаем вязать столбики с одним накидом. 3 столбика вместе вяжем первый столбик, в эту же петлю второй столбик, и в эту же петлю третий столбик. Провязали столбик без накида в арку. И опять 3 арки. 1, 2, 3. Первая арка. Вторая арка. Третья арка. Провязали, и в серединку опять вяжем 3 столбика. То есть у нас здесь вязание, оно вообще абсолютно не отличается. Мы вяжем все то же самое. Провязали столбик без накида. И повторяем. У нас вязание практически то же самое, у нас только смещаются ряды. Сейчас мы довязываем 6-й ряд до конца. И я вернусь, будем переходить на 7-й ряд. И в конце 6-го ряда я провязала 3 воздушные петли в арочку, столбик без накида. И вот в начале ряда мы должны точно так же, у нас должны получиться 3 столбика. Мы в начале ряда вязали 3 воздушные петли и 1 столбик с накидом. И в конце ряда мы провязываем вот в эту же петельку, в начальную, откуда вязали 3 воздушные петли, вяжем столбик с накидом и соединяем в 3-ю воздушную петельку подъема. Вот таким вот образом у нас получается. Все, 6-й ряд мы тоже провязали. И переходим теперь к 7-му ряду. В 7-м ряду у нас в серединке должно быть 6 столбиков. И между этими столбиками у нас 2 арки должны быть. В начале ряда мы также провязываем 3 воздушные петельки на подъем. 1, 2, 3. И вяжем еще 3 столбика. Вот получается у нас 3 воздушные петли, в этот же столбик еще 1 столбик, и в столбик предыдущего ряда еще 2 столбика. Все как обычно, мы уже это вязали. В этот же столбик провязываем второй столбик, и вот в этот столбик с одним накидом вяжем еще 2. И в конце ряда у нас останется вот этот вот столбик с одним накидом, который мы вязали вот только что в конце ряда. В него мы также провяжем 2 столбика с одним накидом и соединим в 3 воздушные петли. Провязали, простите, пожалуйста, заикаюсь, девочки, в арку из 3 воздушных петель вяжем столбик без накида, и тут у нас 2 арки. 1, 2, 3. 3 воздушные петельки в арку, столбик без накида, опять 1, 2, 3, в арочку столбик без накида. И из 3 столбиков делаем 6. В каждый столбик провязываем по 2 столбика с накидом. Тут у нас все то же самое, никаких изменений нету.
6 столбик, в арку столбик без накида, 1 арка, 2 арка. И опять 6 столбиков. И вот таким образом мы повторяем, вяжем до конца ряда. Это у нас 7 ряд. Итак, конец 7 ряда. Я провязала в последнюю арку столбик без накида. И вот я подошла. Мы вязали 3 воздушные петельки. Вот. Это у нас был 1 столбик с накидом. И еще 3 столбика вязали. Так как у нас должно быть всего 6 столбиков, то в последний столбик я должна довязать еще 2 столбика. Накид на крючок, и в последний столбик предыдущего ряда я вяжу еще 2 столбика и соединяю в 3-ю воздушную петельку подъема. Все, вот у нас получилось также 6 столбиков. 7 ряд мы тоже провязали. И переходим теперь на 8 ряд. Теперь у нас будет 12 столбиков, и между ними всего 1 арка. Начинаем ряд мы также с 3 воздушных петель. Сюда же вяжем, получается, вот тут не дорисовано. У нас 3 воздушные петельки. Сюда же мы провяжем еще 1 столбик с накидом, и в каждый из следующих столбиков мы удвоим каждый столбик, и между столбиками у нас 3 воздушные петли. Итак, провязываем 1, 2, 3, в эту же петельку этот столбик удваиваем, получается 1, 2 столбика. Вот мы, получается, сейчас покажу вам подробнее. Вот у нас 3 воздушные петельки, мы удвоили этот столбик. И вот у нас 1, 2, 3 столбика. Теперь мы сюда в 3 столбика еще каждый столбик удвоим. Поэтому тут на схеме не дорисован столбик. Этот мы столбик обязательно сюда, вот этот столбик обязательно провязываем. Итак. Теперь в каждый столбик мы вяжем еще по 2 столбика. Получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И здесь у нас в конце ряда мы также еще вот 2 столбика, мы их вот также удвоим, и у нас получится всего 12 столбиков. Итак, провязали столбик без накида, 1 арочка, и опять каждый столбик мы удваиваем. Из 6 столбиков делаем 12. То есть все то же самое, что мы вязали. Ничего тут у нас нового нету. Одиннадцатый, 12. Столбик без накида в арку предыдущего ряда и арочка из 3 воздушных петель, и повторяем все сначала. Вот таким образом у нас должно получаться. Мы провязываем 8 ряд до конца. Я к вам возвращаюсь, будем завершать ряд. И последний будем вязать ряд 9, где я покажу, как мы дальше будем вязать. И у нас вот этот 9 ряд, он у нас будет как первый, и вязание дальше будет начинаться тоже как с 1-го ряда. И вот в конце ряда я подхожу, где мы вязали начало ряда, 3 воздушные петли, и у нас здесь в начале ряда получалось 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 столбиков, а должно быть 12. И вот в эти столбики, вот 2 столбика у нас в конце предыдущего ряда, мы довяжем еще 4 столбика. Делаем накид на крючок и провязываю 1 столбик, сюда же 2,
третий и четвертый столбик. Все. И соединяем в третью воздушную петельку подъема. Вот таким вот образом у нас получается вот такой красивейший просто узор. Итак, мы закончили 8 ряд и начинаем 9 ряд. 9 ряд у нас точно такой же, как 1 ряд, точно такой же, как 5 ряд. Мы начинаем одну воздушную петлю и в эту же петельку мы провязываем столбик без накида. То есть мы вяжем арочки, все то же самое, как мы вязали. Провязываем 1, 2, 3, 1, 2, после третьего столбика вяжем столбик без накида, опять 1, 2, 3 и в арочку провязываем столбик без накида. То есть вот мы провязали вот эту, в арочку провязали и вяжем все то же самое. 1, 2, 3, пропускаем 1, 2, 3, между 3 и 4 провязываем столбик без накида. 1, 2, 3, пропускаем 1, 2, 3, между 3 и 4 вяжем столбик без накида. 3 воздушные петли на арку, 1, 2, 3, столбик без накида и следующую арочку соединяем вот в эту арку предыдущего ряда. То есть мы вяжем все то же самое. Когда мы провяжем следующий ряд, вот провяжем 9 ряд, мы провяжем арочку, соединим в третью воздушную петельку подъема, и получается, если мы посмотрим, что вот этот ряд, вот 9 ряд, мы, допустим, условно как будто бы начинали вязать вот отсюда, вот. Ну вот, если мы перенесем, да, вот отсюда мы начинали вязать. То есть, соответственно, мы начинаем сдвигать ряды. Сейчас я довяжу ряд и покажу, как мы начнем вязать вот следующий ряд. В принципе, тут у нас ничего сложного нету. У нас он будет получаться, вот следующий ряд, мы вот второй у нас начнется повторение, вот мы довязали до 9 ряда и дальше начинаем вязать второй ряд. Начинаем вязание со 2 ряда, повторяем, вот этот у нас 4 воздушные петли и мы начинаем вот так вот. То есть у нас дальше мы довязали до 9, вернулись назад, начинаем со 2. Я сейчас довяжу и к вам вернусь. И вот я завершила этот ряд, вот у меня соединилось в серединку нашего вязания. И теперь мы возвращаемся назад ко 2 ряду и начинаем вязать 1, 2, 3 с 4 воздушных петелек подъема. То есть после 9 ряда мы всегда будем возвращаться на 2. То есть вяжем, вяжем, вяжем и опять возвращаемся. Вяжем 4 воздушные петельки, 1, 2, 3, 4, в арочку воздушная петля. Далее опять арку вяжем, 1, 2, 3, столбик без накида. И вот у нас вот этот столбик, вот он наш столбик, в котором мы вяжем 3 столбика с одним накидом. Начинаем провязывать в этот столбик 3 столбика с одним накидом. 1, 2 и 3. И мы далее вяжем все, как мы уже вязали. Здесь у нас 3 арки. 1, 2, 3. И опять 3 столбика. Вот так у нас получается. То есть здесь мы далее должны будем уже провязывать
как-то у меня слишком пышно получилось. Но это в линии талии, тем более, что тут у нас резинка. Это, когда я на себя одену, конечно, оно так не будет. Оно дальше у нас пойдет не сильно, не будет у меня юбки солнца тут явно. Итак, что мы дальше вяжем? Теперь каждый из вас будет вязать свою длину. У меня длина будет чуть выше колена, и я буду дальше провязывать необходимую длину. Когда мы провяжем необходимую длину, я вернусь к вам, и мы дальше приступим к вязанию лямочек. Почему лямочки я оставила на потом, не стала сразу вязать? Для того, чтобы каждый из вас, когда свяжет свою длину, понял вес платья. И потом уже на основании веса платья связали лямочки. Потому что лямочки у нас тоже будут вязаные. И часто, когда изначально мы вяжем лямочки, потом платье одели, лямочки растянулись, да, и как-то ниже просело за счет веса платья. И уже не перевяжешь это, распускать, это делать дополнительную работу. Поэтому мы с вами сейчас провяжем длину платья, ту, которая нам необходима. И я к вам вернусь, мы будем вязать лямочки, обвязку платья делать и все остальное. Поэтому, девочки, вяжем. И сейчас, девочки, я хочу вам показать, как мы тут будем вязать дальше, потому что я начала вязать и поняла, что у вас тут могут возникнуть вопросы. То есть мы с 9 ряда перешли на вязание 2 ряда, провязали до конца. Я вот прикрепила маркер, чтобы мне видеть, где у меня начало ряда. Итак, вот мы провязали, у меня получается... В конце ряда я провязала 3 столбика, вот эту часть, провязала столбик без накида, и далее мы помним, что у нас тут между столбиками 3 арки. Вначале мы вязали вот 4 воздушные петельки и соединяли, то есть вот в начале у нас получалось вот. Если мы в начале ряда посмотрим, вот у нас 1 арка, вот у нас здесь получается как бы половина арки, да, и вот здесь у нас конец. То есть что мы в конце? Мы должны провязать теперь еще 3 воздушные петельки. То есть мы провязываем 1, 2, 3, 3 воздушные петли провязали, соединили. И опять мы провязываем 1 воздушную петлю и будем соединять в 3-ю воздушную петельку. То есть ничего здесь у нас не меняется. Провязываем 1, можно 2 воздушные петельки, чтобы арочка более полная получилась. И в 3-ю воздушную петельку соединяем. И вот у нас получилась 1-я арка, вот это 2-я арка, и вот она 3-я арка. Так, тут все-таки лучше 1 петлю провязать, чтобы у нас вот 1 и в 3-ю воздушную петельку соединить. Вот у нас получилось 1, 2, 3. Вот, я думаю, тут сложности не возникнет. Вот мы провязали эту часть, далее мы опять начинаем вязать следующий 3-й ряд. Тут у нас уже 6 столбиков, то есть мы начинаем с 1 воздушной петли, в эту же петельку провязываем столбик без накида, 1, 2, 3, как по схеме нарисовано. В арку вяжем столбик без накида вот сюда и вяжем 6 столбиков. То есть я думаю, что вот с перехода ряда на ряд у вас не должно возникнуть сложностей. То есть вы вот по этой схеме, неважно, эту часть вы вяжете или верхнюю, вот, либо эту часть вы вяжете. То есть вы должны четко понимать, где у нас переход ряда. И в принципе... Не думаю, что у вас какие-то сложности возникнут, потому что здесь схема очень подробная. И поэтому, девочки, давайте дальше будем вывязывать всю длину. И вот, девочки, когда мы связали всю длину платья, мы делаем обвязку. Обвязку можно делать вообще абсолютно любую.
Можно даже оставить так, как есть, низ платья, никак не обвязывая, тоже будет хорошо смотреться. И вот я провязала низ платья и остановилась последний ряд у меня, вот когда мы провязывали 12 столбиков. То есть у нас первый ряд шел 3 столбика, потом мы удваивали у нас 6, и последний ряд удваивали 12 столбиков. И вот этот ряд я обвязываю столбиками без накида с пико. Вот так это выглядит. Сейчас я покажу, как я обвязывала. Вот шаг между пико вы можете выбрать свой. Я вязала пико из 4 воздушных петель. Тут можно из 4, из 3, из 5. Это все на ваше усмотрение. И шаг между пикошками тоже выбираете свой. Итак, как я вязала, сейчас я вам покажу. Вот у меня начинается 12 столбиков. Вот они, 12 столбиков. В первый столбик я провязывала просто столбик без накида, а начиная со второго я начинала вывязывать пико. Я провязывала 1, 2, 3, 4 воздушные петельки. В начальные петельки ввожу крючок, подхватываю рабочую ниточку и протягиваю через все петельки. Далее опять считаю 1, 2, 3. На третьем вяжу 1, 2, 3, 4 воздушные петельки, ввожу в начальные петли, протягиваю рабочую нить. И опять 1, 2, 3. На третьей петле 1, 2, 3, 4 воздушные петельки, ввожу крючок в петли основания, подхватываю рабочую нить, протягиваю через все петельки. Опять 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 воздушные петли в петли от основания, подхватываю рабочую нить, протягиваю через петли. И последний столбик. И вот у нас здесь мы провязывали столбик без накида, 3 воздушные петли, столбик без накида. И вот как здесь я вяжу. Вот столбик без накида я провязываю столбик без накида. И вот у нас здесь 3 воздушные петли. Вот в 3 воздушные петли я провязываю 4 столбика без накида, чтобы не было стягивания. Первый столбик вот в 3 воздушные петельки. Второй, третий и четвертый. Провязала в столбик без накида предыдущего ряда, вяжу столбик без накида. И опять следующие вот эти 12 столбиков с одним накидом я опять вяжу так же, как только что я вам показывала. Сначала вяжу просто столбик без накида, во второй столбик начинаю вывязывать пико, 4 воздушные петельки. Пико и опять 1, 2, 3, 4 воздушные петли в петлю основания и провязываю вот так по кругу, полностью делаю обвязку низа платья. Вы можете просто без пико обвязать также столбиками без накида, то есть тут на ваше усмотрение. И вот так вот у нас будет получаться. Провязываем и делаем обвязку всего низа платья и, соответственно, будем переходить уже на вязание самих наших рукавчиков наверх платья. И вот, девочки, я провязала крылышко, еще ниточку не спрятала. И вот так оно у нас выглядит. Путем проб и ошибок много раз распускала. И вот так вот сзади все закрывает лямочку от бюстгальтера. Так вот у нас выглядит крылышко, пышненько. И что здесь нам важно учесть? Мы должны, прежде чем вот мы начнем вязать, вот я сейчас начну вязать вторую лямочку, обязательно от начала лямочки, вот у нас вторая лямочка, да, и до спинки измерьте в сантиметрах, то есть приложите сантиметр от края вот этой лямочки и до вот где вы маркер прикрепляли. Измерьте в сантиметрах вот так вот таким вот образом.
сколько у вас будет получаться, чтобы вы точно знали, сколько вам необходимо сантиметров провязать вот эту лямочку. Я измеряла, ну, конечно же, сначала я измерила, связала, мне оказалось много. Я распустила, и со второго раза я уже связала, поэтому не пугайтесь, если у кого-то не получится сразу по расчетам, я вам все объясню, как, что дальше мы будем вязать. И теперь, девочки, мы будем говорить о наших крылышках. Как вы уже знаете, я вязала, перевязывала очень много вариантов, и мне все не нравилось, и я остановилась вот на таком вот варианте. У нас будет схема узора, которую я под себя подстроила. Мне не все схемы нравились, не все подходили, и я ее немножечко переделала. Мы это все с вами будем смотреть, все вам покажу, все вам расскажу. Вот так вот у нас будет выглядеть наши рукавчики. Итак, в видео вы посмотрели, как правильно все измерить, сколько сантиметров нужно, у вас должно быть записано, когда вы сделали измерение именно от края вот нашей лямочки, вот этой, не лямочки, треугольника назовем, да, верхней части, до маркера, где вы вот отметили, где у вас будет начинаться на спинке лямочка. То есть вот эти маркеры, они должны быть на одинаковом расстоянии друг от друга. Вот у меня вот они одинаково, вот посерединке, можно сказать, вот они лямочки, и все у меня хорошо закрывает лямку бюстгальтера, как вы видели. Итак, что я хотела сказать. Когда я примерила на себя, я взяла метр, и здесь самое главное, измеряйте, знаете, вот сделайте измерение и отнимайте смело сантиметра 2. Вот я когда сначала измерила на себе, у меня получилось, что лямочка, сейчас я найду листочек, лямочка 30 сантиметров у меня должна была вот это получиться. Я взяла, все измерила, то есть я взяла, посчитала, вот даже вот поэтому так вот подтянула, измерила, сколько у меня в 10 сантиметрах, высчитала, сколько мне надо петель на мои 30 сантиметров, как я высчитала, что у меня лямочка должна быть. Все посчитала, у меня получилось, что на мои 30 сантиметров мне нужно практически там 60 петель набрать на вот эту лямочку, вот 60 петель. Я набрала, тут самое главное, сейчас я вам буду все показывать и буду говорить, в какой момент примерять на себя, чтобы понять, длина ли вам лямочка вот эта вот или нет. Я примерила на себя, и мне она оказалась не то что велика, а очень велика. И по итогу, вот из расчета, вот я села, посчитала, когда вот, как говорила вам, да, вот посчитала в 10, сколько у меня сантиметров петель, все это перевела, оказался расчет недейственным. Я могу сразу сказать, что вот этот расчет, что вот четко сесть и посчитать, вы никогда не попадете. Вот я сколько не вязала вот платьев, топов каких-то, это все определяется путем примерки на себя. Никакой самый точный расчет вам не даст показатель вытягивания платья, потому что платье у нас, у каждого имеет свой вес. У меня пряжа потолще, у вас может быть, вы, может быть, вязали из коко, у вас платье будет легче, соответственно, растяжение вот этой лямочки у вас будет меньше. И у каждого будут свои сантиметры, у каждого будут свои петли, поэтому дать каждому универсальное количество петель на эту лямочку я просто не могу, потому что, во-первых, рост у всех разные предплечья, у всех разный размер груди, то есть здесь все индивидуально, и тут нужно именно путем примерки на себя. Я думаю, этот момент вам понятен, и сейчас мы будем с вами начинать вязать. Вот вязать рукавчик этот мы будем по схеме. Вот у нас будет такая вот схема, я назвала ее схему бутон, не знала, как назвать, но чтобы у нас было понятно. Вот будет такая схема, я ее переделала, буду вам все по ходу
объяснять, все показывать, но здесь раппорт у нас равен 14 воздушных петель. То есть, соответственно, лямочку мы должны будем подводить под 14 воздушных петель. Но первые воздушные петли, вот у нас будут, сначала мы наберем цепочку воздушных петель, а второй ряд мы будем провязывать столбиками с одним накидом. Мы будем здесь вязать примерно к 14 воздушным петлям, потому что у вас может получиться, у кого-то может получиться 45 петель, у кого-то может быть 47 петель, неважно. Вот здесь вот примерно подведите, чтобы ну плюс-минус 5 петель где-то вот так вот было. То есть тут не столь важно, потому что вот если вы посмотрите, сначала я набрала цепочку воздушных петель, потом провязала столбики с одним накидом, а следующий ряд я вязала столбики без накида, и вот в этом ряде столбиков без накида я подводила под кратность, я добавляла петли на пышность вот этого плечика. То есть здесь можно его еще пышнее сделать, и чтобы он прямо вообще пышный такой был, пышным фонариком. Соответственно, вот здесь, вот в этом, в третьем ряде столбика без накида мы будем подводить петли под кратность уже этого узора. То есть вот в первом ряду, когда мы начнем сейчас провязывать, набирать цепочку воздушных петель, неважно, будет у вас кратно 14 или нет, примерно, вот примерно подведите. Допустим, вот я говорю, что у меня вот первый ряд, у меня он был, первую цепочку воздушных петель я набрала, у меня было 45 воздушных петель. Я набрала цепочку 45 воздушных петель. И далее в столбике с одним накидом у меня тоже было 45 петель. А далее я уже следующий ряд я добавила на один раппорт больше, потому что я хотела пышненький вот такой рукавчик, как вы видели у меня сейчас на видео, да. Я добавила один раппорт и подвела вот в этом дополнительном раппорте петли под кратность равно 14. И у меня далее я начала весь вот этот узор вязать на 56 петлях. То есть я добавила под кратность 14, и у меня получилось 56. То есть у меня получилось 4 раппорта. Вот я провязала здесь 1, 2, 3. Вот видите, да, вот 1, 2, 3, 4. У меня 4 раппорта. 4 по 14, 56. То есть я думаю, тут я все понятно объяснила. Кому непонятно, еще раз прослушайте. Я еще текстом вам напишу. Поэтому тут не должно быть никаких у нас зацепок. Итак, сейчас мы с вами будем приступать к вязанию нашей цепочки воздушных петель. Измерьте еще раз в сантиметрах, сколько у вас здесь получилось. Кто хочет, сядьте, пожалуйста, высчитайте, вот возьмите на спинке вот эти петли, высчитайте, сколько вам нужно петель. Но вот мой рост 1,62 м, у меня размер платья 42. Размер груди вы мой видели, да, в процессе вязания. Я набрала изначально 45 воздушных петель. Что еще хочу обратить? Так как я вяжу из достаточно такой, ну, не тонкой, но и не сильно толстой пряжи, для того, чтобы вот самые первые ряды у меня они были чуть-чуть поплотнее, так как я все вязание вязала крючком номер 3, первые 2 ряда моей лямочки я вязала крючком 2,5, чтобы у меня было поплотнее. Поэтому вы можете также вязать тем же крючком, которым вы вязали все платье, но я взяла крючок 2,5 и вот набрала цепочку воздушных петель крючком 2,5, и следующий ряд столбиков с одним накидом я провязала крючком 2,5, а далее уже я все вязала крючком номер 3. Итак, на свой рост, на свой размер, тут даже размер не настолько важен, потому что у нас все-таки вот эта длина арочки, да, от вот этого треугольничка до маркера на груди у нас, возможно, у многих будет примерно одинаковая. Поэтому я буду набирать 45 воздушных петель, столько же, сколько я набрала на
первом крылышке. И обязательно все записывайте. Вот я себе пишу: лямочки, крылышки, узор бутон. Я написала: раппорт узора равно 14 воздушных петель. Неправильно написала. Цепочка у меня 45 воздушных петель. 45 воздушных петель я сначала набрала, крючок номер 2,5. Далее у меня идет 56 воздушных петель, крючок номер 3. И давайте с вами будем начинать. Что еще важный нюанс, девочки? Важный нюанс, который я хотела вам, на что хотела обратить особое внимание, отдельным даже вам текстом выпишу и отдельным видео. Итак, важный самый момент. Для того, чтобы у нас была лицевая сторона одинаковая, потому что вот смотрите, мы смотрим лямочку, у нас вот одна, она вот так вот смотрится, на другой стороне она вот так вот у нас смотрится, да, то есть эти как бы маленечко вогнутые столбики, тут вот так, и для того, чтобы у нас одинаково эти лямочки лежали, для того, чтобы они у нас одинаково смотрелись, что мы должны сделать? Смотрите, я начинала, вот когда мы вот положили платье наше перед собой, вот мы смотрим на платье, и вот это у нас получается правая сторона, вот это у нас левая сторона, правая и левая. То есть, когда мы оденем на себя, у нас будет наоборот. Но когда мы смотрим на платье, у нас получается одна вот эта правая сторона, другая левая. Так вот, что здесь важно учесть? Когда мы начинаем вязать одну лямочку, мы первую лямку будем начинать вот отсюда, вот вот спереда, а когда мы начнем вязать вторую лямку, мы будем начинать ее со спинки, чтобы у нас оно было вязание симметричное, чтобы в одну сторону, потому что когда мы начнем вязать это, у нас будет вот левую, да, у нас будет другое направление. У нас с одной стороны будет лицевая, с другой будет стороны изнаночная. Конечно, для кого это не принципиально, кто там особо никто не приглядывается, не видит, но для каких-то особых перфекционистов, знаю, есть такие, смотрят меня и часто пишут мне, вот, это может иметь существенное значение. Поэтому одну лямочку, неважно какую, левую, правую, да, хоть какую, мы начинаем вязать вот отсюда, спереда, то есть, ну, вот образно, вот у нас чашечка, вот мы прикрепим сюда ниточку, только вот я это вязала с левой стороны. Теперь, когда я начну вязать вот эту вот лямочку, я начну вязать со спинки. Тогда у меня будут выглядеть все столбики, будут смотреть в одно направление. У меня не будет такого, что вот я думаю, видно, да, на камеру, что если вот мы смотрим так, у нас столбик как бы на нас смотрят выгнутый, переворачиваю я наоборот, и столбики вогнутые туда. То есть у нас, если мы свяжем одинаково вот и одну и другую лямку будем вязать вот от уголка переднего, да, у нас, соответственно, будет несколько по-разному они выглядеть. Вот. Для кого не принципиально, повторюсь еще раз, мы вяжем, вот, вяжем отсюда и одну, и вторую. Я покажу. Так как я одну уже связала, я ее вязала отсюда, прикрепляться, крепление, оно одинаковое. Я это сейчас, мы все с вами пошагово, порядно будем идти. Я сейчас буду начинать прикреплять ниточку именно на спинке. Вы можете прикреплять также вот отсюда. То есть мы берем ниточку и вот в этот верхний уголочек, вот вы сейчас, да, будете прикреплять вот сюда. Можете со мной начать прикреплять на спинке, а далее будете прикреплять уже вот тут вот. Итак, вот я прикрепила ниточку, где у меня маркер. И теперь мы с вами будем набирать необходимое количество воздушных петель. Я буду набирать крючком номер 2,5, буду набирать свои 45 петель. То есть я набрала 45 петель. Сначала я, конечно, набрала 60,
примерила на себя, как я вам уже говорила, мне этого оказалось очень много, я распустила и решила набрать меньше петель. Итак, вы можете набрать вместе со мной 45 петель, вы можете набрать 50 петель. Вместе со мной набираем петельки. Здесь не так уж важно, вот сколько сейчас петель вы наберете, потому что мы далее подкратность будем набирать через ряд. То есть начинаем сейчас вязать. Вяжем, не нужно туго вязать, не нужно сильно слабо вязать. Вяжем своим обычным вязанием. И вот я набираю. Эта петелька у нас одна подтягивается. И я считаю 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. 45 петель. Вот у меня 45 петелек. Вот я набрала 45 петель. Вы могли также со мной набирать на спинке, могли начать набирать петельки вот отсюда, вот прикрепить нить и точно так же набирать. Тут не важно, оно одинаковое абсолютно вязание будет, и вы поймете, когда свяжете один рукавчик. Набрала 45 петель, еще одну петельку набираем на то, что мы сейчас соединим, и берем вот начальную, вот третью воздушную петельку, можно вот сюда вот в серединку, да, вот в самую верхнюю петельку, ввожу крючок и соединительной петлей соединяю, вот, соединила. Вот так, то есть у нас последняя петелька, она на соединительную петлю уходит. И тут вот на что нам обратить внимание, смотрите, так как если вот мы сейчас, например, вот мы остановились здесь, мы сейчас можем развернуть и пойти вязать, но обязательно учитывайте, куда у вас идет крылышко. То есть вот я набрала, и если я сейчас разверну, я буду вот тут поверху вязать, и у меня крыло пойдет внутрь. То есть вы должны тут сразу видеть, куда вам дальше вязать. Вот мы набрали цепочку воздушных петель, мы еще не примеряем на себя, мы понимаем, что вот у нас пройма, и у нас крылышко должно сюда идти. То есть мы сейчас должны развернуться и начать вязать по вот этому краю цепочки воздушных петель, и соответственно вот сюда мы будем присоединять, вот сюда по спинке, и вот сюда вот вниз в пройму мы будем соединять наше крылышко. Итак, соединили соединительной петелькой, соединили, и дальше следующий ряд, так, где у нас крылышко, вот следующий ряд, вот мы набрали цепочку воздушных петель, и следующий ряд, вот он, у нас столбики с одним накидом, вот у нас на нас смотрит, и мы, получается, вот туда должны крылышко вязать, в пройму. Чтобы нам связать крылышки, обратите еще внимание, мы все петли подъема мы будем присоединять по пройме. Вот у нас чашечка, мы будем соединять, вот она пройма, вот будут у нас петли подъема, вот сюда присоединяться. Сейчас я вам покажу, как мы это будем делать. Так как следующий ряд мы будем вязать столбиками с одним накидом, то, соответственно, у нас должны быть 3 воздушные петли подъема на ряд. И мы эти петли подъема, как мы должны их будем сделать? Вот мы смотрим, вот мы соединили. Вот мы соединили. И вот у нас, вот она пройма, да, вот она. И вот на этом ряду мы точно так же вот заканчивали ряд. У нас был столбик с одним накидом. Вот он, мы заканчивали. И вот сюда мы сейчас будем провязывать эти петли подъема. Итак, мы берем .
нашу цепочку, наша вот она воздушная петелька, и вот он этот столбик, да, вот он этот ряд. Мы берем, подхватываем рабочую нить и соединительными петельками провязываем один, второй, и вот в этот промежуточек, вот между рядами, протягиваем третью соединительную петельку. Это у нас получились как бы 3 петли подъема. Вот в эти части мы будем провязывать петли подъема. Я вам все это буду показывать. Теперь разворачиваем вязание, как бы вот так вот на себя. Нам нужна теперь цепочка воздушных петель. Вот она. Поворачиваем ее на себя, делаем накид на крючок и вяжем в каждую петлю столбики с одним накидом. И вот наши вот эти соединительные петельки, вот они, получается как бы 3 петли подъема. Но мы их не считаем за петельку, это просто петли подъема. И вот я набрала свои 45 воздушных петель, и теперь я должна просчитывать, у меня должно получиться 45 столбиков. Также крючком 2,5. В каждую петельку я вяжу столбики с одним накидом. Вот так я провязываю. То есть, если мы посмотрим, если мы посмотрим сейчас, вот у меня получается чашечка, и вот у меня столбики пошли вот в правильную сторону. Вот они столбики, и вот они в правильную сторону у меня пошли вязаться, в сторону рукавчика. Вот у меня пройма, и вот сюда у меня должно вязаться. Не вот сюда, не по этой стороне, обращайте тут внимание, не по этой стороне, не внутрь, да, где не к голове, а к пройме, где у нас будет в сторону плечика нашего. Поэтому тут мы обязательно обращаем внимание и провязываем до конца. И вот смотрите, я провязала 45 петель, и мы должны понимать, что мы нашу лямочку будем всегда ложить на ряд. Вот она не как-то у нас, а мы ее развернули и должны вот так вот ее вот таким вот образом ряд в ряд подсоединить. У нас должно быть четко ряд в ряд. Вот мы сейчас, вот вы довязали, чтобы не было у вас, куда мне, в какую петельку мне подсоединять. Вы вот так сразу положили и видите, что у нас вот эта петелька должна соединяться вот сюда. Вот, поэтому мы берем и я соединяю вот в эту петлю, вот в этот ряд. Соединительной петлей. Все, соединила. Вот так вот у нас получился первый ряд. Можно так сказать, цепочка воздушных петель и первый ряд. И вот когда вы провязали вот этот первый ряд, все, девочки, теперь одеваем на себя и меряем, и определяем, насколько вам подходит вот эта длина. То есть здесь у вас должно получиться от 40 максимум до 55 петель, не больше. Ну, 40 это вообще очень мало. Вот 45, 50, 55 петель, ну, максимум 60 у кого-то петель будет. Вот провязали, примерьте на себя. И если кто-то провязал много, вот так сразу раз пальчиком отложите. Ага, вот столько мне надо убрать. Посчитали, сколько петель нам нужно убрать. Распустили этот ряд, убрали с цепочки воздушных петель и провязали. То есть тут провязать-то всего, перевязать, можно сказать, совсем ничего. Поэтому провязали и примерьте обязательно на себя, подведите под необходимое количество петель, сколько вам нужно. Сейчас мы ничего вот ни в этом ряде, ни в цепочке воздушных петель, ни вот в ряде столбиков с одним накидом ни под какие петли не подводим. Вы просто вяжите столько петель, сколько вам необходимо. Я вязала крючком 2,5. Я думаю, вы тоже, скорее всего, тоже вязали крючком 2,5. Поэтому примеряйте на себя и подгоняйте под свою длину, которая вам нужна.
Итак, когда все вы связали необходимое количество петель, далее мы опять переходим на крючок номер 3. Все, мы провязали цепочку воздушных петель, и первый ряд столбиками с одним накидом, крючком номер 2,5, больше он нам не понадобится. Далее мы будем переходить на вязание, все остальное крылышко мы будем вязать крючком номер 3. И следующий ряд мы будем вязать ряд столбиков без накида. И вот в следующем ряде мы будем подводить наш узор под кратность, под кратность равную 14 петлям. Так, давайте я отодвину вот так вот. Под кратность равную 14 петлям, неважно. И так как у меня последний ряд был 45 воздушных петель, я провязала 45 петель, а я добавляла по крылышку на 4 раппорта. 4 раппорта это 56, минус 56, мне нужно добавить 11 петель. Вы должны под свою кратность добавить петли. То есть сейчас мы провязали, мы когда соединили, вот мы соединили петельку, да, вот у нас одну воздушную петельку на подъем, и мы в каждый столбик, да, с добавлением необходимого количества петель мы добавляем петельки, следующий ряд вяжем столбиками без накида и подводим петли под кратность равную 14. И вот я провязала, добавила необходимое количество петель себе, подошла к концу ряда. Вот у нас опять смотрим, что вот мы вязали прямо, нам нужно будет ложить нашу лямочку. Наша лямочка не должна быть прямой, мы ее вот так ложим, кладем, да, как правильно. Мы ее вот наклоняем для того, чтобы соединять всегда. И мы находим, вот она петелька у нас, вот сюда, да, вводим крючок и соединительной петелькой соединяем. Все, соединили. Вот таким образом у нас должен быть наклон петельки, лямочки в одну сторону и другой лямочки в другую сторону. Тут не суть важно. Когда свяжете, как я уже говорила, одну лямочку, вы прекрасно поймете, как вязать вторую. Тут сложности нету. И теперь мы будем начинать вязание крылышка, первый ряд. Итак, начинать мы будем с 3 воздушных петель подъема и 1 воздушной петельки на ряд и столбика с одним накидом сюда же. Итак, как мы помним, я вам говорила, что 3 воздушные петли подъема на ряд, вот они у нас будут идти, да, по схеме. Вот 3 воздушные петли, вот они, вот они, вот они. Они у нас будут выполнять функцию соединительных петель переходом вот сюда, вот в наклон будут они у нас провязаны. Итак, вот смотрите, нам нужно 3 воздушные петли на ряд, чтобы поднять ряд. Соответственно, смотрим, вот у нас вязание, вот оно, да, вот. И вот у нас 3 воздушные петельки подъема, когда мы вязали нашу чашечку. Значит, соответственно, сейчас мы берем рабочую нить. И можно столбиками без накида, можно соединительными петельками, тут не суть важно. Столбиками без накида можно провязать вот первый столбик, вот в этот ряд, вот в этот, в 3 воздушные петельки подъема. Первый столбик, второй и третий, сюда же можно вот в эту петельку. Можно соединительной петлей. Тут это не особо видно будет. Вот у меня, если вы посмотрите вот уже готовую лямочку, тут не особо понятно, где тут столбики, где тут соединительные петли. Все соединено, все красиво. Вот. А я здесь вязала и так, и так. Вот. Поэтому вот таким вот образом. Поэтому нам нужно поднять на ряд нашу лямочку. Поэтому мы вот в этот ряд мы провязали 3 столбика без накида. Можно также 3 соединительные петли. Провязали. Дальше вяжем воздушная петля. 1 воздушная петля, разворачиваем вязание
И начинаем далее вязать 3 воздушные петли, пропускаем 3 петли основания и вяжем 3 столбика без накидов в каждую петлю. Накид на крючок. И вот смотрите, здесь у нас вяжется в первую петельку, как бы мы вязали 3 петли подъема отсюда, да, но мы подсоединяли вот в этот ряд. И поэтому мы будем вязать вот в первую петлю сейчас. Мы провязали одну воздушную петельку, делаем накид на крючок и в первую петлю вяжем столбик с одним накидом. В первую петельку, вот так у нас должно получиться. Далее вяжем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Вяжем свободно, не затягивая. Вяжем обычным своим вязанием. Пропускаем 1, 2, 3 петли и вяжем 3 столбика без накида. Первый, второй и третий. Пропустили 3 петли, провязали первый столбик, второй, третий. Далее мы вяжем 2 воздушные петельки. Пропускаем одну воздушную петлю и опять 3 столбика в каждую петлю. Провязываем 1, 2, 2 воздушные петли, пропускаем 1 столбик и в следующий в эту петлю, в эту и в эту вяжем 3 столбика. Первый столбик, второй, третий. Провязали. Далее 3 воздушные петли. Пропускаем 1, 2, 3 петельки, в четвертую вяжем 2 столбика с накидом, между ними 2 воздушные петли. Потом опять 3 воздушные петельки, пропускаем 3 петли основания и повторяем опять то, что мы вязали. Вяжем 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Накид на крючок пропускаем 1 петля, 2, 3, в четвертую петлю вяжем столбик с одним накидом, 2 воздушные петли и сюда же второй столбик с накидом. 3 воздушные петли, 1, 2, 3. Провязали вот эту часть. Теперь опять 3 столбика без накида. То есть вот опять мы повторяем. У нас повторяется раппорт. Пропускаем 1, 2, 3. Так, 1, 2, 3. И в четвертый вяжем первый столбик, в следующую петлю второй и третий столбик. Провязали. Опять 2 воздушные петельки, одну петлю пропускаем, следующие 3 столбика без накида. Первый, второй, третий. Провязали. 1, 2, 3. Накид на крючок. 1, 2, 3. В четвертую петельку вяжем столбик с одним накидом. 2 воздушные петли, накид на крючок, сюда же еще 1 столбик с одним накидом. Провязали. 1, 2, 3. Пропускаем 1, 2, 3. В четвертую петлю вяжем столбик без накида, в следующую петлю столбик без накида и в следующую петлю столбик без накида. Провязали. 2 воздушные петельки, пропускаем 1 петлю и вяжем 3 столбика без накида в следующие 3 петельки. Провязали. Опять 1, 2, 3. Накид на крючок, пропускаем 1, 2, 3 в четвертую петлю, вяжем столбик с одним накидом, 2 воздушные петли и сюда же провязываем еще 1 столбик с накидом. Опять 1, 2, 3. Пропускаем 1, 2, 3. В четвертую петельку вяжем столбик без накида. Далее опять столбик без накида, столбик без накида. И так довязываем я уже не буду. Вот у нас вот так вот получается. Поэтому провязываем до конца этот ряд. И вот в конце ряда, получается, мы провязали, вот у нас должно получиться вот это окончание. То есть вот я провязала 3 воздушные петли, и теперь в последнюю петельку я должна провязать вот 2 столбика, между ними 1 воздушная петелька. Мы провязали, и теперь смотрите, так как у нас лямочка, вот мы провязали на спинке, да, на спинке она у нас должна вровень ложиться вот в этот ряд. То есть она у нас должна заканчиваться. То есть мы видим, вот у нас
3 воздушные петельки, которые у нас были на этот ряд. Это либо 3 воздушные петельки подъема на ряд, либо последний столбик с накидом. Так вот, вот этот вот столбик последний, он у нас будет считаться последним вот этим столбиком. То есть мы вот этот последний столбик не будем провязывать. Ни в конце ряда мы не будем провязывать этот столбик, ни в начале ряда 3 воздушные петли мы не вяжем. У нас вот именно вот эти стенки будут выполнять и окончательный столбик, и начальные 3 воздушные петли подъема. Я думаю, это понятно, я уже про это говорила несколько раз вам. Итак, мы провязали, и теперь что мы должны сделать? Мы должны провязать вот эту часть. Я в последнюю петельку провязываю столбик с одним накидом, вяжу воздушную петлю, и вот вместо вот этого столбика с одним накидом мы подсоединяем, вот видите, вот у нас ряд. Вот он у нас ряд. Мы соединим вот сюда. Вот можно вот в эту петельку, последнюю, да, 3-ю воздушную петлю подъема. Вот сюда мы соединим. И это у нас будет считаться вот этим последним столбиком. Я думаю, это понятно. Вот, я провязала вот этот столбик и воздушную петлю, вот этот столбик и воздушную петлю. И теперь соединительной петлей я вот сюда ввожу, вот в этот, вот сюда я ввела, вот, подхватила рабочую ниточку и соединительной петелькой соединила. Все. Вот у меня получился вот один столбик, воздушная петля, вот он второй столбик. Вот таким образом мы не провязываем никогда ни в схеме ни последние столбики, ни начальные петли ряда. То есть это у нас будет выполнять стенки, которые у нас уже провязаны, стенки наших чашечек. Так, провязали. Далее смотрим следующий ряд. У нас опять начинается с 3 воздушных петель подъема. Как я уже говорила, мы 3 воздушные петли подъема не вяжем. У нас это выполняют стенки нашего лифа. Итак, вот мы соединили. Теперь нам нужно сюда, на этот ряд перейти. Поэтому мы провязываем 3, можно 3 столбика с одним накидом, можно просто соединительные петельки. Тут не суть важно. Провязали, и далее смотрим, у нас по схеме мы должны в воздушную петельку провязать 2 столбика. Вот мы поднялись на следующий ряд по стеночке нашего лифа, поднялись, разворачиваем вязание. И вот он наш ряд предыдущий, вот у нас наша воздушная петелька. И вот в эту воздушную петлю мы делаем накид на крючок и провязываем 2 столбика с одним накидом. Провязали. И вот тут вот, смотрите, очень интересная схема, она недоработана, или я не знаю как. Смотрите, мы провязали вот эти 2 столбика. Сейчас вяжем 3 воздушные петли, 2 столбика, а тут что? Тут, видите, тут схема как бы не прописана. Вот эти 2 воздушные петли мы вязали на этот ряд. То есть тут мы сейчас будем точно так же вязать вот эти вот 2 воздушные петельки. Вот тут вот эта схема, видимо, как-то с ошибкой напечатана, не знаю. Поэтому провязали мы вот эти 2 столбика. Теперь вяжем 3 воздушные петельки. И 2 столбика без накида. Вот один столбик мы пропускаем, а в эти столбики вяжем 1, 2, 3 воздушные петли. Вот находим 1, 2, 3 столбик. Первый столбик мы пропускаем, вяжем во второй 1 столбик и 2 столбик. Провязываем 2 воздушные петельки, 1, 2. Далее опять вяжем в 1 столбик и во 2 также столбики без накида. Вот в 1 столбик вяжем и 2 столбик вяжем. Далее у нас провязали 3 воздушные петельки, и вот в эти 2 воздушные петли вяжем 4 столбика с одним накидом. Вяжем 1, 2, 3, 3 воздушные петли.
И вот в эту арочку вяжем 4 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий и четвертый столбик. Провязали. Опять 3 воздушные петли, 2 столбика, 2 воздушные петли, 2 столбика. И вот мы вот эту часть повторяем. Провязали 4 столбика, опять 1, 2, 3, 3 воздушные петли. Первый столбик пропускаем, вяжем второй столбик и третий столбик вяжем. 2 воздушные петельки. Вот вяжем первый столбик и второй. Третий мы не вяжем. 3 воздушные петельки, опять 1, 2, 3. Накид на крючок, в арочку 4 столбика с одним накидом. Первый, второй, третий и четвертый. Опять 1, 2, 3. Провязали. Первый столбик пропускаем, вяжем во второй и в следующий. 2 воздушные петельки, вяжем первый столбик, второй, третий не вяжем. Опять 1, 2, 3 и в арку вяжем опять 4 столбика с одним накидом. Первый, второй, сюда же третий и четвертый. И так мы повторяем до конца ряда. У нас вот так должно получаться. И в конце ряда я провязала вот 3 воздушные петли, и мы теперь должны провязать, как вы видите, вот как мы в начале вязали, в одну воздушную петельку мы провяжем 2 столбика, а последний столбик, как вы помните, мы не вяжем, это у нас будет стеночка нашей чашки. Вот я провязала 3 воздушные петельки, накид на крючок, вот у меня воздушная петля, вначале мы вязали. В эту петельку я провязываю первый столбик, второй столбик. И вот мы теперь смотрим. Вот мы лямочку провязали, и эта лямочка у нас должна ложиться, вот так соединяться. Вот так вот. Значит, куда мы ее должны соединить? Мы должны соединить вот в эту петельку. И эта петля у нас станет вот этим третьим столбиком. Провязали. И вот я ввожу крючок вот сюда, вот в эту петельку нашей чашечки. Ввожу, подхватываю рабочую нить и протягиваю. Все, провязала. Этот ряд мы провязали. Следующий ряд у нас опять начинается с 3 воздушных петель. 3 воздушные петли мы не вяжем. 3 воздушные петли — это наша вот эта стеночка. Мы сюда провязываем первый столбик без накида, второй столбик и третий. То есть мы закончили лямочку, вот она у нас пошла на этот ряд. Следующий, вот этот ряд мы поднимаем 3 воздушными петлями, мы перешли на следующий ряд. И теперь мы видим, теперь вот каждый этот столбик мы удваиваем. Провязали, разворачиваем вязание. И вот они наши первый, второй столбик. Мы каждый из этих столбиков удваиваем. В каждый столбик мы вяжем по 2 столбика с одним накидом. Первый, второй, первый, второй. Провязали. Далее мы вяжем 3 воздушные петельки. И вот сейчас я покажу, как мы тут будем вязать. Вяжем 1, 2, 3 воздушные петли, и вот мы вязали по 2 воздушные петельки. Вот под эти, первый ряд у нас, и вот второй. Мы вязали арочки по 2 воздушные петельки. И вот мы вводим крючок под самый первый ряд, вот под самые первые вот эти 2 петельки, и будем провязывать оба ряда вместе столбиками без накида. Вот они у нас. Вот у нас один ряд был, вот еще один. Вот мы вводим крючок под самый первый ряд, провязываем столбик без накида. И еще один столбик без накида вяжем сюда же. Далее 3 воздушные петли. И вот у нас мы видим
Вот этот ряд у нас четвертый. У нас было 4 столбика. Каждый столбик мы удваиваем. У нас будет 8 столбиков. Далее провяжем опять 3 воздушные петли и столбики без накида вот под эти два ряда. Делаю накид на крючок. Первый столбик удваиваю. Первый, второй. Второй столбик удваиваю. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. И восьмой. Провязала. Вот у нас получилось. И вяжу опять 1, 2, 3 воздушные петли. Вот у нас арочка, 2 петли и 2 петли. Столбик без накида под эти 2 арочки и сюда столбик без накида. Опять 1, 2, 3 и опять удваиваем каждый столбик. Вот так у нас должно получаться, вот таким образом. Поэтому провязываем ряд до конца. И в конце ряда, вот у нас конец ряда, мы провязывали, в начале ряда мы этот столбик не провязывали, это у нас была стеночка нашей чашки, мы провязывали 2 столбика. И в конце мы точно так же, мы не будем вязать последний столбик, это у нас будет стенка нашей чашки, мы только удвоим каждый предыдущий столбик ряда. Вот у меня первый столбик, вот он первый, второй, а вот мы петли подъема тут вязали. Я делаю накид на крючок, я первый столбик удваиваю, первый, второй, и второй столбик удваиваю, первый и второй. Вот так вот. И все, мы теперь опять смотрим, мы должны нашу лямочку положить вот так, соединить, вот так она у нас идет. Вот таким образом у нас идет лямочка, мы должны ее вот так положить и присоединить вот сюда. Вот сюда мы будем ее присоединять, вот в последнюю петельку, вот сюда. Ввела крючок, подхватила рабочую нить и соединительной петелькой соединила. На что еще хочу обратить внимание. Вот смотрите, девочки, потому что все равно кто-нибудь напишет, скажет, вот я пишу, вяжу, у меня все стянуто. Вот видите, у меня нету ничего стянутого. Если вы будете вязать свободно обычным своим вязанием, не тугим вязанием, ничего стягиваться у вас не будет. Как вот это у меня, вот крылышко. Ничего, вот наоборот, видите, какие волны, ничего нигде не стянуто. Вот этот узор не стянутый абсолютно. Свободные цепочки, поэтому вяжем свободно, ничего не стягиваем. Видите, вот они, воланчики уже получаются. Поэтому ничего здесь, если вы все правильно, вот видите, как у нас красиво ложится, вот она сюда мы кладем каждый новый ряд, присоединяем сюда к чашечке. Вот так это выглядит. Все будет красиво, вот они, видите, вогнутые, здесь нету ничего натянутого, перетянутого, все красиво, все аккуратно. И теперь переходим к следующему ряду, к 5-му. Также он у нас начинается с 3 воздушных петель подъема, но мы помним, что мы их не вяжем, это у нас стеночка нашей чашки. И далее мы также будем каждый столбик удваивать. Между каждыми столбиками вяжем по 1 воздушной петельке. Всего у нас должно быть на ракушку выходить 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 столбиков. Итак, мы переходим на следующий ряд, то есть мы вот провязали, присоединили, и следующий ряд, вот у нас уже стеночка готова, вот они наши 3 воздушные петельки. Поэтому мы здесь провязываем либо 3 столбика, либо 3 соединительные петли. Я провязываю 3 столбика без накида, первый, второй, третий. Провязала, разворачиваю вязание и начинаю удваивать каждый столбик предыдущего ряда.
То есть сейчас у нас должно получиться 2, 4, 6, 8. 8 столбиков здесь у меня должно получиться. Я вяжу первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой. Провязали. Вот так у нас получилось. Так, вяжем одну воздушную петельку, накид на крючок, и вот у нас наша ракушка. Здесь мы удваиваем каждый столбик. Накид на крючок вводим в первый столбик этой ракушки, провязываем первый столбик, его удваиваем, второй, и вяжем в каждый столбик. Каждый столбик предыдущей ракушки мы удваиваем, и между каждой вот ракушкой вот мы удвоили каждый столбик, воздушная петля, провязали, воздушная петля. Я думаю, тут сложностей вообще никаких нету. И как видите, вот я вяжу, показываю, вот я вяжу, ничего у меня не стянуто, девочки. Вот еще раз показываю на тот случай, потому что очень часто мне пишут: ой, у меня туго, у меня все стянулось. Если вы не будете вязать сами по себе тугим вязанием, ничего у вас не будет стянуто. Я не свободно вяжу, я вяжу обычным своим вязанием, поэтому у меня ничего не стягивается. Вы сами видите, я не меняю номер крючка, я с вами вяжу тем же самым номером крючка, своим обычным вязанием, и у меня нету никакого стягивания. Если вы будете вязать свободным вязанием, в свободной манере, то все у вас получится. И это не значит, что я вот как-то специально расхлябанно вяжу, чтобы вот у меня так получилось. Нет. Тут важно не вязать очень туго. Вот таким вот образом у нас будет получаться. Я довязываю до конца. И далее буду рассказывать, как мы будем вязать вот эту вторую часть. Ее мы будем вязать совсем по-другому, не так, как вот эту часть мы связали. И к концу ряда я подхожу, я вот провязала полную ракушку, воздушную петлю, и в конце ряда мы вот также удваиваем каждый столбик, и мы помним, что последний столбик, вот этот, мы не пишем, не провязываем, простите. Это у нас будет стенка лифа нашего. Стеночка чашечки. Здесь у нас всего 2, 4, 6, 8 столбиков будет. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой. Провязали. И опять мы вот провязали ряд, и мы вот так кладем, наклоняем нашу, ой, простите, я уже, девочки, заговариваюсь, нашу лямочку кладем и присоединяем вот сюда, в эту вот петельку, нашей чашечки присоединяем. Пожалуюсь вам, сложный действительно мастер-класс мне для записи. Я очень устала, на самом деле, записывая этот мастер-класс, очень устала. Очень много видео снимать, очень много обработок, сил просто очень много вматывает. Итак, мы провязали вот эту часть нашего узора. Вот у нас как это получилось. Вот так вот у нас получилась наша лямочка. Вот такая вот. Когда я ее провязала, я посмотрела, думаю, ну еще мы примерно так добавим. Этой ширины мне не хватит. Мне это не очень нравится. И следующую часть раппорта, все столбики мы будем вязать с двойным накидом. Все столбики следующего ряда у нас будут вязаться с двойным накидом. Все столбики.
мы будем повторять тот же самый узор. Он у нас будет повторяться, только он у нас будет сдвинутый. Суть этого узора та же. Плюс я добавила вот последний ряд, я закрашу замазкой, найду ее, замажу и вам нарисую, как мы будем вязать следующий ряд. И сейчас мы с вами будем переходить к вязанию. Вот если вы посмотрите, я еще ниточки тут не спрятала, еще вязку будем делать. Вот у нас получается, я вязала, вот мы вот эту ракушку провязали, и следующую, вот посмотрите, я начала вязать столбиками с 2 накидами. То есть здесь я вязала столбиками с одним накидом, далее я начала вязать столбиками с 2 накидами. Можно было и тут с 2 накидами вязать, ну вот так вот, был бы у нас рукавчик чуть подлиннее. Ну, в принципе, он и так неплохо смотрится. Поэтому вот как мы видим, вот у нас вот он первый ряд, вот мы свяжем, да, 2 вот они столбика, второй ряд, вот он, третий ряд, вот он первый, второй, третий, на схеме вот он четвертый, и 5-й ряд я следующий ряд точно так же удваивала все столбики. Я еще дополнительный ряд вот по этому ряду каждый столбик удваивала, просто вязала вот так в ряд, каждый столбик удваивала. И далее я вязала уже вот такими вот спикошками, делала воздушные петли с пико. В принципе, получилось очень, мне нравится, как получилось, как смотрится. Поэтому давайте будем вязать, давайте будем приступать. Итак, мы соединили столбиком без накида, либо соединительной петелькой, и на следующий ряд мы начинаем с одной воздушной петельки подъема. Провязали одну воздушную петельку подъема, разворачиваем вязание и начинаем вязать. Следующий ряд мы начинаем с 3 столбиков без накида. Провязали одну воздушную петельку и начинаем вязать сразу столбики без накидов. Каждый столбик предыдущего ряда. Первый столбик провязала, второй столбик и третий столбик. Вот я провязала 3 столбика. Далее у нас 3 воздушные петельки. Тут я что вам сказала, немножко вас обманула. Вот этот первый ряд я вязала столбики с одним накидом, а далее я вязала уже столбики с 2 накидами. Вот этот первый ряд у меня был провязан столбиками с одним накидом, поэтому здесь вот немножко я вас обманула. Первый ряд я вязала столбиками с одним накидом. Итак, провязала я 3 столбика без накида. Далее я вяжу 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. И в одну воздушную петлю предыдущего ряда, то есть между вот этими арочками, мы провязываем 2 столбика, между ними 2 воздушные петли. И тут важно вязать именно в саму петлю, не под петлю, а в саму петлю, чтобы у нас столбик не гулял туда-обратно. Итак, мы делаем накид на крючок. Вот она у нас петелька. Вот в петельку вводим, подхватываем рабочую ниточку, провязываем столбик с накидом, 2 воздушные петли и сюда же второй столбик с накидом. Вот таким вот образом. Вот ничего у меня не стянуто, ничего у меня не тянет. Провязали. Опять 3 воздушные петельки, 1, 2, 3, и провязываем опять 3 столбика, то есть 1, 2, 3, 4, 5. Вот после 5-го мы начинаем вязать 3 столбика, опять 2 воздушные петли, 3 столбика. То есть тут не важно, самое главное попасть в серединку этих столбиков. Итак, так как у нас здесь 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 столбиков, то я пропускаю вот 2, 4, 5, в 6-й столбик вяжу столбик без накида, 1, 2, 3, 2 воздушные петли, 1 столбик пропускаю и далее опять вяжу 3 столбика, 1, 2 и 3. И у нас получается вот так вот ровненько посерединке. Провязали и опять повторяем все то же самое. Повторяем все то же самое. 1, 2, 3, 3 воздушные петли, накид на крючок, в серединную петельку, столбик с накидом, 2 воздушные петли,
сюда же столбик с накидом. Опять 3 воздушные петельки, пропускаем 2, 4, в 6 столбик вяжу первый столбик, потом второй, третий, 2 воздушные петельки, пропуская одну петлю и опять 3 столбика, первый, второй и третий, провязали, 1, 2, 3, 3 воздушные петельки, накид на крючок, опять в серединную петельку вяжем столбик с одним накидом, 2 воздушные петли, сюда же столбик с одним накидом, 1, 2, 3. Опять пропускаем 2, 4 в 6 столбик, вяжу первый, второй, третий, 2 воздушные петельки, одну петлю пропускаю и еще 3 столбика, первый, второй, третий, 1, 2, 3, в серединку вяжу столбик без накида, первый, 2 воздушные петельки и сюда же второй. Так, 3 воздушные петли и подходим к концу ряда. Вот 3 воздушные петли провязала, и далее мы вяжем 4 столбика, то есть 3 столбика без накида, и 4-м завершаем ряд. То есть пропускаем здесь и в серединку в последний вяжем первый, второй, третий столбик. Так, немножко не туда промахнулась, на 1 столбик. Так, первый, второй, третий и последний столбик. Вот завершаем. Также мы прикладываем наш ряд, вот, да, и вот так мы его должны будем соединить на спинке. Вот эта спинка у меня, у вас это может быть передняя планочка, то есть тут не важно, оно одинаково присоединяется, что там, что там. Все, присоединили. Далее все столбики будем вязать с двойным накидом. Провязали. Начинаем с одной воздушной петельки подъема, провязываем одну воздушную петлю подъема, разворачиваем вязание. И вот мы вязали 3 столбика, теперь мы 1 столбик пропускаем и вяжем вот в эти 2, в середины и в первый, который мы вязали. Вяжем первый столбик, второй столбик, 3 воздушные петельки, и в серединку мы вяжем 4 столбика. Вяжем здесь уже у нас столбики с 2 накидами, двойной накид на крючок, и вяжем первый столбик, второй, двойной накид, третий, двойной накид на крючок и 4 столбик. Провязали 1, 2, 3. Опять 2 столбика, мы первый пропускаем, вяжем во второй, мы уже вязали это, второй, третий, 2 воздушные петли и опять 2 столбика. Тут мы вот 2 воздушные петли, в этот столбик вяжем и в этот столбик вяжем. То есть тут у нас ничего не меняется, мы все то же самое уже вязали. 3 воздушные петли, 4 столбика с 2 накидами, первый, второй, третий, 4. Провязали. 1, 2, 3 воздушные петли, вяжем вот в середину, во второй, в середины и в третий. 2 воздушные петельки, тут мы вяжем в первый столбик и во второй. Опять 1, 2, 3, двойной накид на крючок и вяжем ряд до конца.
4 столбика, 1, 2, 3, и повторяем все то же самое. Вот я подхожу к концу ряда, и в конце ряда мы провязываем в последние вот 2 столбика и воздушную петлю. Провязываю столбик без накида и воздушную петельку тоже провязываю столбик без накида, и соединительной петелькой вот сюда в серединку соединяю. То есть неважно, сюда вы соедините, сюда. Самое главное, чтобы симметрично у вас, чтобы лямочка ровно лежала. Провязали этот ряд. Вот так он у нас получается, этот ряд. Вот таким вот образом. И следующий ряд мы начинаем. Так, это мы закончили 7-й ряд. 8-й ряд мы начинаем с 4 воздушных петелек подъема. То есть мы сейчас переходим на следующий ряд. Так. Итак, 8-й ряд мы провязываем 1 воздушную петельку подъема, разворачиваем вязание, 3 воздушные петельки на ряд. Вот у нас 8-й ряд, мы закончили вот этот 7-й ряд и пошли на 8-й. Провязали 1 воздушную петлю на подъем и 3 воздушные петельки на ряд вяжем. 1, 2, 3. И теперь мы каждый столбик будем удваивать. Тут ничего сложного нету. У нас было 4 столбика, сейчас у нас будет 8 столбиков с 2 накидами. Провязали 3 воздушные петли, делаем двойной накид на крючок, и каждый столбик мы начинаем удваивать. Первый, второй, третий, 4, 5, 6, 7 и 8. Провязали 3 воздушные петельки, 3 воздушные петли, и теперь мы помним, да, что вот этими столбиками без накида мы соединяем вот эти 2 цепочки из 2 воздушных петель. Вот мы находим, вот они у нас, вот первый ряд, вот второй. Вводим крючок, первый столбик, и сюда же второй. Провязали 1, 2, 3. И опять повторяем все то же самое. Удваиваем все столбики. Я думаю, тут не стоит особо мне вам все это повторять. Я думаю, мы это все вязали, и вы довяжете этот ряд самостоятельно до конца. Вот так у нас должно получаться. Вот таким вот образом. Будет казаться немножко, что вот как-то подтягивает, но уверяю вас, когда мы провяжем все крылышко, ничего у нас тянуть не будет. И в конце ряда вот я провязала 8 столбиков, мы вяжем 3 воздушные петли и соединяем столбиком без накида в стеночку нашей чашечки. Провязываем 1, 2, 3, 3 воздушные петли, и вот сюда какую-нибудь петельку, вот у нас будет ложиться сюда, мы соединяем столбиком без накида. Все, соединили. Вот у нас получилось вот так вот крылышко. Следующий ряд, это мы провязали 8, следующий ряд 9, мы начинаем также с 4 воздушных петелек подъема.
То есть мы точно так же переходим, не отсюда мы начинаем, а воздушной петелькой или столбиком без накида мы также по стеночке, вот мы довязали лямочку, да, и вот у нас стеночка, наша чашечка. У меня это на спинке, у вас может быть это здесь. Мы все равно делаем один шаг, чтобы у нас не из одной точки вся лямочка шла, а чтобы у нас было движение, чтобы мы шажками двигались по ряду. Делаем один столбик без накида, либо одной соединительной петелькой, кто как изначально начал. Развернули вязание и начали вязать 1, 2, 3, 4. 4 воздушные петельки провязали. И также вяжем каждый столбик, удваиваем столбиками с 2 накидами. Между каждыми ракушками по одной воздушной петельке. То есть я сейчас делаю двойной накид на крючок, и каждый столбик я удваиваю. Первый столбик, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, 10, 11, 12, 13, 14, 15 и 16 столбик. Вот так у нас получается. Все, видите, ничего у нас не стягивает. Никакого стяжения, натяжения абсолютно нет. Провязали, удвоили, 1 воздушная петелька. И пошли опять следующую ракушку удваивать. И провязываем так до конца ряда, удваивая каждый столбик. И вот я довязала последний столбик, и мы начинали наш ряд с 4 воздушных петель, и здесь мы точно так же заканчиваем 4 воздушными петельками. Провязываем 1, 2, 3, 4. На схеме у нас тут нарисован столбик с одним накидом, но так как это у нас практически здесь последний ряд, и дальше переходы у нас пошли, но мы дальше будем с вами вязать по другой схеме, поэтому мы вяжем 4 воздушные петельки и соединяем. Вот это у нас следующий ряд, но так как мы вязали здесь с двойным накидом, вот получается мы должны были бы вот сюда соединить, но соединим вот так чуточку повыше. Вот соединительной петелькой и перейдем. Вот я соединила, получается, смотрите, девочки, вот у нас должен как лечь ряд, так как он у нас с двойным накидом, он, соответственно, у нас не вот этот ряд займет с одним накидом, а как бы 1,5 ряда. Вот, поэтому я вот так соединила соединительной петелькой, и теперь нам нужно подняться на следующий ряд. Я ввожу крючок в следующую петлю и делаю столбик без накида, простите, пожалуйста. Вот, мы провязали, и теперь смотрите, следующий ряд мы будем вязать, я тут не нарисовала, но мы будем каждый столбик удваивать, мы будем опять удваивать каждый столбик. Каждый столбик будем, вот мы закончили вот на этом ряде, сейчас мы будем вязать вот этот ряд, мы будем просто удваивать каждый столбик. Без всяких переходов, просто будем вязать, вязать, вязать и вязать. Каждый столбик будем удваивать. И давайте будем начинать. Вот мы провязали, так, сейчас посмотрим, как я тут начинала. Мы закончили ряд. Я также перешла и начала вязать с одной воздушной петельки. Так, где у меня тут ряд? Вот я провязала, шажок сделала, провязываю одну воздушную петлю на подъем, разворачиваю вязание и
И начинаю вязать в каждый столбик, вот который у нас здесь был. В каждый столбик, в каждую ракушку я буду вязать столбик с 2 накидами. Делаю накид на крючок двойной и начинаю вязать. Первый столбик, сюда же второй столбик с 2 накидами. Я удваиваю каждый столбик, девочки. Ох, тут даже я утроила, переусердствовала. Так, последний столбик удваиваю этой ракушки. И сейчас покажу, как мы будем переходить на следующую ракушку. Вот я провязала, удвоила все столбики. Вот так у нас получилось. И у меня вот начинается другая ракушка. И я ничего не делаю, ни воздушных петель, ничего. Я просто начинаю дальше вязать столбики с 2 накидами. Просто вяжу, вот просто по ходу вяжу и вяжу и вяжу. Вот таким вот образом. У нас получается как бы вот одно полотно, одна такая дорожка. Вот таким вот образом у нас будет получаться. Вот. Мы просто вяжем без отрыва, без какого-либо перехода. Вот так у нас будет получаться. Вот мы закончили 2 столбика вот этой ракушки и пошли на следующий. Закончили и пошли на следующий. И таким образом мы довязываем здесь ряд до конца. И далее у нас будет последний вот этот завершающий ряд. И вот я провязала все свои ракушки, в каждый столбик удвоила столбиками с двойным накидом, подошла к концу ряда. И в начале ряда мы помним, что мы провязывали просто одну воздушную петельку и начинали вязать двойные столбики. Поэтому в конце ряда, так отодвину. В конце ряда я провязываю одну воздушную петельку, и мы точно так же смотрим, что вот у нас будет крылышко вот так ложиться. То есть мы закрепляем вот где вровень с этим рядом будет идти.
То есть сейчас я посмотрю, где я закрепляла тут. Да, вот на 1,5 ряда я закрепляла. То есть вот у нас было начало, вот начало, и сейчас я закреплю вот здесь, то есть 1,5 ряда. Вот сюда, в эту петельку введу крючок, протяну рабочую нить. Все. Теперь мы будем далее вязать. У нас здесь идут вот такие вот воздушные петли с пико. Вот так вот это у нас. Так, где я начинала, где у меня начало, где конец. Так, сейчас я найду, и все. Так, вот у меня конец. И здесь, здесь. Итак, как мы будем начинать дальше вязать? Все, мы соединили, закрепили, провязываем одну воздушную петельку на подъем, разворачиваем вязание. И вот смотрите, почему я говорила, что важно начинать одну лямочку со спинки, а другую лямочку спереда, чтобы когда мы начали вязать, у нас вот эти пикошки и все ряды, они были одинаково связаны. И вот если вы посмотрите, вот у меня видно вогнутость вот этих столбиков, она в одном направлении. Если бы я вязала, начиная, допустим, со спинки оба крылышка, то у меня было бы, ну вот, я думаю, ну вот мне видно, что вот эта вот лицевая, это вот у нас изнаночная получается. Поэтому, если кому не видно, можете одинаково начинать оба крылышка. Итак, последний ряд, наш последнее усилие. Мы провязали одну воздушную петельку на подъем, провязываем в первую петлю, вот в первый столбик вяжем столбик без накида. И дальше как мы будем вязать? Мы провязываем 6 воздушных петелек. Поближе сейчас вам покажу. Вяжем 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязали 6 воздушных петель. Возвращаемся ко второй петельке, вот к этой. И вот не вот сюда, не за внутреннюю петлю, а не за внешнюю, то есть, а вот за внутреннюю, вот, которая вот к вязанию туда, в сторону вязания, к стеночке вот к этой. Вот за эту стеночку вводим крючок, подхватываем рабочую нить, протягиваем через 2 петельки, довязываем еще одну, вторую петлю, пропускаем один столбик и через столбик будем вязать. И в следующий столбик вводим крючок и провязываем столбик без накида. Вот так вот у нас будет получаться. То есть я пропускала один столбик, я вязала через столбик. Вот в этот столбик вязала, один пропускала, в следующий вяжу. Провязала, один столбик пропускаю, в следующий вяжу. Вы можете выбрать свой любой шаг. Можете в каждый столбик вязать, у вас будет попышнее. Еще раз показываю. Я провязываю 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ввожу крючок во вторую петельку. Протягиваю ниточку через обе петли, довязываю 2 петли, пропускаю один столбик, в следующий провязываю столбик без накида. Опять 1, 2, 3, 4, 5, 6. Во вторую петельку протянула, 2 петли довязала, пропустила, вот в этот столбик вязала, этот пропустила, в следующий вяжу столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 воздушные петельки, пропускаю один столбик, следующий вяжу столбик без накида. И вот таким вот образом у нас будут получаться, вот так это будет крылышко у нас выглядеть. Поэтому провязываем наше крылышко до конца. И вот я довязала до конца. В конце ряда я провязала последний столбик, и мы точно так же провязываем в конце одну воздушную петельку
И точно так же вот мы вот так наклоняем, смотрим, где у нас заканчивается ряд, вводим крючок в эту петельку и протягиваем рабочую нить. Все. Крылышко у нас связано вот так свободно, нет никакого стяжения, натяжения. Все очень красиво получилось, на мой взгляд, и очень гармонично. Можно обрезать ниточку. И хвостики все мы будем прятать потом. И что нам остается? Снимаем все маркеры. Когда два крылышка у нас связано, вот так у нас это будет выглядеть. Наша передняя верхняя часть. Вот так вот. Очень женственно и романтично. Что нам остается? Нижняя часть платья у нас уже вся связана. Мы сделали обвязку с вами. И нам осталось только сделать обвязку вот передней части и вдоль вот этих вот рукавчиков. Также можно провязать еще внутреннюю пройму по вашему желанию. Я обычно любитель все вязать с пико, но так как у нас на плечиках тут пико и тут пико, в принципе можно провязать небольшими пикошками вот так вот полностью. То есть это на ваше усмотрение. Я буду подсоединять ниточку. Если вы, например, связали, примерили и чувствуете, вам немножечко вот, ну, как-то широковато здесь, слишком свободно, вы можете на обвязку взять крючок меньшего размера. Мне ничего не узко, мне ничего не мало, поэтому я буду вязать тем же номером крючка. И вот буду начинать со спинки, вот где у меня вот ниточка тут заканчивалась, я вот сюда присоединю ниточку. Не мудрствую как-то, просто обычным узелком. Вот, то есть вот где у меня тут вот крылышко было, начало крылышка. И я подхватываю рабочую ниточку, одну воздушную петельку на подъем, и я вяжу свободным вязанием. Тут не важно, что вот в эту петельку вяжите 2 столбика, в эту петельку 1. Вяжите, чтобы было у вас свободное вязание. И по спинке вот можно провязать пико, но не слишком большие, достаточно будет всего 3 воздушные петельки на подъем, чтобы было заметно просто наше пико. Чтобы не перетягивать, смотрите на ваше усмотрение. Шаг тоже определяете свой. Я всегда выбираю вот где-то 3 петельки. 3 столбика и 3 воздушные петельки на пико. Провязала опять первый столбик, второй, третий и пико. 3 воздушные петельки на пико. Вот так вот. Первый, второй, третий и 3 воздушные петельки на пико. Вот так у меня будет получаться по спинке. Вот. И я таким образом провяжу все, посмотрю, буду ли я на рукавчиках, либо спереди. В общем, сейчас все провяжу, посмотрю, как это будет получаться, и вам уже покажу конечный результат. Вы же можете просто обвязывать просто столбиками, без всяких пико, это на ваше усмотрение. И вот я сделала обвязку, то есть вот по вырезу лифа я не стала провязывать пико. Я провязала пико только по крылышкам, по спинке.
по одному и по второму вот рукавчику, можно так сказать, да, а вырез я оставила без пико, потому что у нас тут и так шишечки, и если мы провяжем еще пико, ну, мне показалось, это будет перебор. Это вы можете на свое усмотрение. Пройму я обвязывать не стала, я не люблю пройму обвязывать по какой причине, потому что когда обвязываешь, она немножечко как бы так подтягивается, даже если свободно вяжешь, и потом у некоторых, у кого, допустим, ну, чуть-чуть там пышное тело, да, можно так сказать, чуть-чуть пышноватый, оно врезается, и вот это вот нависание, вот у меня вроде и нету там особых лишних жиров, и то у меня может врезаться и как бы чуть подвисать, ну и не совсем эстетично, поэтому я даже всегда чуть-чуть вот так вот несколько чуть-чуть подтягиваю, чтобы здесь именно пройма ложилась хорошо и никаких жиров выпячивания не было у меня. И вот такое у нас чудесное платье вальс, девочки, получилось. Я надеюсь, вам было со мной максимально приятно, комфортно, удобно вязать. Буду, конечно же, ждать от вас фотоотчетов, ваших фотографий, как у вас получилось, процесса вязания. Если какие-то моменты не совсем понятно, пишите в общий чат в телеграм-канале. И я надеюсь, что вы будете носить это платье с удовольствием и, конечно же, будете самой красивой.